Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это «Шум», наш любимый проект, где мы собираемся вместе и обсуждаем все то, что с нами произошло за последние дни, ну и в принципе, чего ожидать от всего происходящего. «Шум» — это исключительно, ориентирован на вас, уважаемые зрители, поэтому оставляйте свои вопросы в клубе зрителей, в сообществе YouTube, в общем, в чате трансляции, давайте общаться. И, конечно, задавайте свои вопросы, в общем, пообщаемся, и будет отличное времяпрепровождение. Причем понятно, что у нас достаточно тяжелый период сейчас в войне, это все будем мы обсуждать, это все будем приводить разные мнения, и, ну вот, все равно хочется, чтобы был какой-то, ну вот хоть какой-то лучик надежды, что все равно вот это вот тьма развеется и, наконец-то, да, вот что-то таки прояснится в головах и сердцах и душах. И вроде говорят, вот, смотрите, молодежь уже. Ну, и я, в принципе, понимаю этих людей, ну вот давайте так рассуждать. 12 лет назад, да, ну вот какой-нибудь там пятилетний, шестилетний, да даже десятилетний мальчик или девочка какая-нибудь, да, вот они уже взрослые люди, так сказать, половозрелые, уже своих детей имеют, и они не видели и не знали нормальной жизни, и типа чего от них ждать лучшего. Но когда смотришь на кадры из феерического, хоть такого и хулиганского в самом нормальном смысле этого слова, кадры из Стамбула, например, да, где Беларусь Корж выступает, и там все флаги, понимаете, и все кричат «нет войне», и все братаются, и все «да, там за рубежом, да, вот так», но они все равно излучают какую-то общую идею, все равно остается какой-то лучик надежды. Это прямой эфир, как всегда начнем с игры в города, да, пишите откуда вы, и, конечно, правила очень простые, слышите плюс-минус нормальное название, которое вам нравится, или откуда вы, ставите лайк. Кто откуда, друзья? Париж, шум-движ, Париж на связи, прекрасно. Отлично, Афины с вами всегда. Спасибо большое, село Шум, одноименное, Севастополь, привет большой, Крианш, Франция шумит, привет, привет и вам. Так, деревня Юрдур шумит, отлично. Громко шумишь, слышно аж на Камчатке, привет, Камчатка. Ай, там Галерка, Камчатка, помните, как в школе? Эй, там на Камчатке, вот там вот. Да, оттуда тоже слышно, громко. Челябинск, привет большой, привет из Иванова. С Оболонь из Киева смотрит любимый проект. Благодарю, Саша. Привет, Оболонь. Большущий. Спасибо вам большое. Пушкин, Царское село, Порт-Кантон. Кантон. Катон. Шумит. Спасибо большое. Новопокровка, Харьковская область. Привет и вам. В Харьковскую область Бремен, Германия. Привет. И Шумок из Донецка. Шумок из Донецка. Привет и вам в Донецк. Спасибо большое, что смотрите. Фергана, Узбекистан. Криан шумит. Алматы приветствует шум. Здравствуйте, здравствуйте. Красный луч шумит. Опача, вы из Красного Луча. Прекрасно. Новый Петергоф смотрит. Гусь хрустальный. Запорожье, Швеция, Караганда. Привет. Клайпеда шумит. Отлично. Винницу не упомянут. Буду очень шуметь. Так надо было не упоминать. Шумите громче, Винница, привет вам большой. Кишинев смотрит и шумит, отлично. Чуйская долина, привет. Закарпатье, Межгорье, отлично. Марганец шумит на связи. Днепр, Прагу не забудьте, пожалуйста, шумим не на шутку. В Праге шумно, спасибо большое, что шумите. Бриллиантовый шум из Антверпена, привет, Бельгия. Берлин, спасибо большое. Одесса шумит. Чайковский, Пермский край, ух ты, Сыктывкар, Эмсдеттен приветствует. Миргород, курорт, Бердянск. Саша, добрый вечер. Алексей, добрый вечер, Алексей, вам персонально. Здравствуйте. Друзья, Славянск, привет. Саша, привет в Славянск большой. Емскирхен, Германия. Хочется домой, Илья? Ох, ну, пока не скоро. Хотя вы знаете, что такое скоро, что такое не скоро. В принципе, там годик-два из жизни человека, это много или мало? Я считаю, до хрена. Это очень долго. Но в нашем сегодняшнем ускорившемся мире, может быть, там месяц-два, это уже очень долго. 3, это уже прям целый сезон, целая вечность. Потому что планы не можешь строить на какие-нибудь полгода вперед. Вот все сократилось, все ужалось. Все, в Армузе опять заварушка, вот сегодня ее к вечеру загасили плюс-минус, там
Трамп опять звонит, вычитывает Нетаньяху, и все от этого зависят. Вот от каких-то идиотских выходок все зависят, понимаете? От каких-то вот этих вот понтов зависят. От того, чтобы сфоткаться с королем, как сегодня Зеленский. Тоже все об этом зависят. Но, как бы дело такое. Шрапкина, Свердловск. Привет большое. Большой привет. Луганская область, ЛНР. Да. Саша, привет из Львова. Привет во Львов. Давайте проголосуем, друзья. Кому выгодно, что кулуарный договорняк с Абрамовичем сорвался? Варианты ответов. Зеленскому. Не поняли бы партнеры. Ну вот как бы не поняли партнеры. И тут давайте как бы немножко наведем резкость. Он же что говорит? Хватит там уже ждать этого Трампа, пока он там намучается, во все в мире конфликты прекратит и до нас доберется. Давайте выходим на прямые переговоры. Я готов. Карету мне, карету, поехали. А потом пишет вот это письмо, где, в принципе, говорит, давайте в любое место, кроме Беларуси, России, вообще в любое место. Поехали, поехали, Путин, давай. Супер просто. А дальше нахамил, а дальше там... Ну, понятно, что никто так письма эти не пишет. Но тут же очень важный момент. Если переговоры прямые между Россией и Украиной, то сори, как говорят в Британии, да, что происходит? А мы, а Европа, а что, зря они вот это вот отлистывали? Конечно, Зеленскому выгодно, что все кулуары, договорнички, какие-то вот эти моменты, не публичная дипломатия, ее опубличили, да, и, так сказать, опрокинули. Я очень и очень настаиваю. Вот не знаю, я считаю, что это очень важно. Согласитесь со мной или не согласитесь в шуме, напишите в комментариях. Фамилию-то Абрамович не произнес ни Путин, ни Ушаков, никто. Все говорят, ну так это секрет. Так подождите, Абрамовича не опубличила Москва. А получается, что публично, на таком уровне, Зеленский опубличил. Ну, сначала пресса написала, а потом он как бы рассказал. Поэтому тут такой момент. Зеленскому. Второй вариант. Путину. Его бы не поняли патриоты. Сейчас вот это несется. Удары все больнее и больнее. Все дальше и дальше. Используется территория, воздушное пространство, водные, скажем так, территории НАТО. Поэтому, подождите, какой договорничок? Вы что, это показать слабость? А если показал слабость, то это уже как бы... Поэтому Путину выгодно. Он, в принципе, поэтому и рассказал об этой истории, которая, наверное, бы, ну, и не была бы опубличена. Может быть, там кто-то когда-то кому-то чего-то там опять в прессе написал, или какие-нибудь конспирологи, и все бы говорили, вот, смотрите, крутили пальцем у виска, какой Абрамович. Но вот он дал пас, Зеленский как бы взял пас, и вот это вот ему выгодно, Путину. Трампу выгодно, третий вариант ответа, потому что он должен всех мирить. Он всех мирит. Трампу выгодно, в смысле Россия и Украина договориться сама? Нет, а как же Трамп? Поэтому Трамп... Не-не-не, а тут Европа просто... Зеленский зависит от Европы, но надо, чтобы Трамп все разрулил. Он заставил одну сторону, вторую сторону. Трамп должен вот это вот, чтобы приехали к нему, как Пашинян и Алиев, подписали меморандум, декларацию, а потом вот так вот и закончить, и строили вот эту дорогу. Ну, то есть Трамп должен быть на коне, он должен быть первым. Ну и четвертый вариант, никому не выгодно, что Абрамовичу эта вся история слилась, потому что война на измор — это плохо. Ну, вот такой банальный вариант. Война — это плохо, на измор так тем более. То есть никому. Лучше бы договорились, судачили, ругались, говорили, да кто такой Абрамович, да кто такой Путин, да вот Россия слабая, да это Украина запросила, потому что чувствует, что кончина близко, поэтому позвали Абрамовича к себе и вот ругаться, дискутировать, выдвигать версии. В интернетах друг друга посылать. Но пускай будет уже какой-нибудь мир. В общем, такие 4 варианта. В конце давайте подведем итоги. Спасибо большое за то, что пишете свои комментарии. И, конечно же, да, вот принимаете участие в игре в города еще и, ну, когда нет, так сказать, прямого эфира, живого общения, а в комментариях прям пишите. Вот Олежки Ставрополь пишет, Мариуполь, всем привет, привет, Гарм шумит, прекрасно. Так, значит, отлично, Евпатория с нами тоже, Италия регион, Калабрия, привет в Калабрию, отлично, что мы вместе.
Прекрасно, значит, так, Абрамовича к Рокфеллеру, это точно. Так, Оксфорд с вами, Сидней. Ничего себе, Сидней, серьезно? Вы из Сиднея смотрите? Воронеж, привет большой, Воронеж. Так, Ставрополь шумит, Швейцария шумит, Александр добра, Евгений, вам тоже добра, Краматорск, большой привет в Краматорск. Шум шумит, шелест шелестит. Да-да-да, давайте пошумим и пошелестим. Ну и начнем как раз-таки, да, с вот этого Абрамовича. А что Зеленский рассказал импортному телеканалу Sky News? Абрамович, он приезжал в Киев. Он сказал, что, по-моему, он сказал, что у него есть послание непосредственно для вас, и он хочет получить послание от вас и передать его Путину. Значит, у него есть послание для вас, он хочет получить от вас, и вас, гвас, газ, квас, кирогаз. То есть, вы видите, как наслаивается вот эта история. Но Абрамович опубличен ртом Зеленского. Но он сказал, что это должно быть сделано тихо, без каких-либо публичных заявлений. Я сказал, послушайте, это ваш выбор. Хорошо, для нас это не имеет значения, публично или не публично. Но с русскими всегда так. Если они говорят, что это должно остаться между нами, значит завтра об этом будем знать не только мы, но и все остальные. Вот так вот. Всегда так с русскими. Вот это, они вообще не держат слова, там, тайну. Вот это всегда, это русские такие, понимаете? Так кто Абрамовича назвал? Ну кто, пресса? Ну так можно было дальше ходить, козу водить, там, Фельдман, может, Абрамович, а может вообще какой-нибудь там младый олигарх, вообще непонятно кто. Там же куча, у всех российские паспорта у этих товарищей, которые вокруг Зеленского, ну мы об этом периодически говорим в шуме, у всех российские паспорта, может там кто-то затесался какой-нибудь, понимаете? Помните, как в начале войны там Новинский прилетело ему, что он там угрожал, точнее как, он там что-то пытался организовывать, помогать, коммуницировать, а потом его спустя пару лет вот это вот обгадил Зеленский. Ну вот точно так же и с Абрамовичем произошло. Не говори! Нет, он, это публичная позиция. Ему нужно отрубить этот канат, ему нужно перерезать эту ниточку. Было. Он пришел и хотел донести до меня, что они готовы и хотят понять, на что мы готовы. И Они готовы и хотят понять, на что мы готовы. Ну, то есть он пришел и принес весточку. Что ж там за весточка? Ну, короче, мы готовы, на что вы готовы? Тот ему возьми и ответь. Ну, ни на что. я сказал ему про Донбасс, это был ключевой момент. Я сказал, нет, мы не уйдем с нашей территории. Нет, мы не дадим вам одержать победу таким образом. И вы ее не получите. И мы говорили о каких-то компромиссах. То есть, смотрите, он говорит, Донбасс, говорит, нет, вы ее не получите, эту территорию. А потом они дальше говорили о каких-то компромиссах. Ну так о каких вы победу не получите, о чем дальше можно было говорить? Я сказал, что все компромиссы возможны после прекращения огня. Прекращение огня – это самый большой компромисс с нашей стороны. С нашей стороны. Смотрите, как эти ведущие импортные, они вот это зачарованно так на него смотрят. Прекращение огня — это с нашей стороны компромисс. То есть мы же бьем по НПЗ, мы бьем там по линии фронта, у нас дроны перерезают все на свете. То есть компромисс с украинской стороны — это не стрелять, а с российской — отказаться от заявленных целей. Ну, как бы нормальный баш на баш. Так он теперь посредник? Я не знаю, когда он получил от меня сообщение. Когда он его получил, он сказал, что пойдет прямо к Путину. Я сказал, хорошо, я готов встретиться, но не в Москве, не в Беларуси и не в Минске. И понятно почему. И я сказал, вы можете выбрать любое время с завтрашнего дня, любой день, любой формат. Мы можем выбрать его вместе с президентом Трампом. Смотрите, вот это вот очень интересный момент сейчас. Во-первых, с президентом Трампом. Он пристегивает Трампа и говорит, видишь, я их додавил, я все-таки вот, по-моему, вот эта встреча, давай, Трамп, подскакивай, перетрем. Это один момент геополитический. А вот давайте так рассуждать. А кому тогда надо, если он говорит с завтрашнего дня, любое место, любое время, ну, кроме, понятно, Москвы и Минска, то есть кого поджимает эта история? Кому свербыть по-украински чешется? Кому? Ну, так понятно кому. Но опять-таки, это же еще раз о двухстороннем формате встречи. Путин и Зеленский идет речь. Но он сюда сразу Трампа и Европу. Я уверен, что он будет готов приехать. И мы можем сделать это вместе с европейцами. Я уверен, что все хотят помочь. Или мы можем выбрать двусторонний формат, просто двустороннюю встречу. И мы говорили о результатах, о том, что может быть и так далее. Я сказал, послушайте, я думаю, что если мы встретимся и продвинемся в этом направлении, то это будет очень важный сигнал. И я не жду от вас каких-то, ну знаете, изменений. Нет, я не верю в какие-то изменения.
Если мы сможем встретиться и принести людям мир, то, думаю, это будет лучшим, что мы можем сделать. И после этого мы получили сообщение о том, что они готовы к встрече только в том случае, если Украина сделает то, что они решили в Анкоридже. И я сказал, О, то есть, Трампушка, родненький, приезжай. Значит, то, что ты решил в Анкоридже, не работает. То есть Трампа зовут продемонстрировать, как Зеленский круче Трампа договорился. Ну вот сейчас отбрасываем российскую сторону, просто давайте, они там по-своему, да, ну там это просто убираем в скобки, заводим в этом уравнении. То есть российская сторона, неважно. То есть ему надо унизить Трампа, ему нужно его подцепить, ему нужно быть наравне, показать ему. А почему? Потому что у него за спиной Европа, и тогда Европа скажет, ну смотрите, это же наш паренечек, это он, смотрите, как Трампа умыл. Понятно, что Россия ответила, что давайте, как в Анкоридже договорились, так и делайте. Уступки, милости просим. То есть Россия не рвала. То есть они получили ответ. То есть, как бы Зеленский дал, говорит, Донбасс не отдадим, а оттуда сказали в духе Анкориджа. А Зеленский говорит, нет, не будет ничего. Так кто отказался в этом пинг-понге? это во время нашей встречи. При всем уважении, даже при всем уважении к президенту Соединенных Штатов, вы не можете расчленить нашу страну или решать за наш народ. Вы не можете принимать решения без нас. Это неприемлемо и не принесет мира, это во-первых, а также не принесет успеха вашим странам и вашим лидерам. Вот Как без вас? С вами принимают решения. Абрамович приехал, мы готовы, на что готовы вы? Тут говорит, Донбасс не отдадим, давайте встретимся. Я понимаю, что позиция не изменится, но надо встретиться, принесем людям мир, а там дальше будем договариваться, так говорит Зеленский. А те говорит, хорошо, в духе Анкориджа. В духе Анкориджа нет. Кто отказался? Кто сорвал переговоры? Почему я сказал, что лучший способ остановить войну против Украины – это, извините, ну знаете, очень вежливо, воспользоваться возможностью поговорить с нами. Так говорят же с вами. Ну так говорят с вами. Вот Абрамович приехал. Вот там, ну опять-таки, прислали Абрамовича или вы сами надыбали Абрамовича, а потом его слили? Слили буквально. Потому что в Москве, понятно, знают, что это Абрамович. А в мире все догадались. Но не надо было его опубличивать. Этот канал связи порван. Его специально утопили. Зачем канал связи топить? Правильно, чтобы выслужиться перед своими старшими партнерами. Ну, кстати, по поводу патриотов настоящих, то они тоже как-то немножко недоумевают. Вот военный обозреватель Светан рвет и мечет. На груди рубаху рвет. Говорит, какой нахрен Абрамович в воюющей стране в Киеве приезжал и говорил. А где контрразведка? Как она пропустила Абрамовича в Киеве? Абрамович второй человек в России, этот самый путинский карман, по большому счету, гулял по Киеву. А вы что делаете? В конце концов, ребятки, служба безопасности Украины, не будет вас в ноль при военной власти, в конце концов, если не, я уже за МВД вообще молчу. То есть их вообще давным-давно не должно быть. А сейчас вопрос уже к службе безопасности. Как у нас, получается, гуляют вторые лица государства-агрессора у нас по нашей столице? Вы что, охренели там, что ли? В конце концов, вот Малюка сняли, я понял. Был бы Малек, хрен бы погулял бы этот Абрамович. Не дошел бы до Банковой, по крайней мере. Может, Ну, Малюк с контрразведкой дела не имел. Ну, у них там есть своя, конечно, но контрразведка — это не Малюк. Ну да ладно, хорошо. Малюк. Я помню, такой был этот самый фильм какой-то про бейсбол, что-то старый такой, с таким большим-большим, толстым актером. Вылетел из головы, как его зовут, он умер. Ну, давненько уже умер. И там тоже там вот с бейсбольной битой, бейсбол, он там отбивал, и там такая была шутка: «Малюк, сделай пук». потому и сняли Малюка. Так тогда вопрос той команде, которая сейчас рулит в службе безопасности. Это ваша непосредственная задача. Абрамович не должен был попасть в Украину, а если попал, он должен был быть арестован, это как минимум. На что мало бед нам россияне принесли, с израильтянами вместе. А тут два в одном называется: израильский россиянин или российский израильтянин. Это получается, что в службе безопасности нет ни одного офицера-украинца. Там что, все, получается, кошерные? Отлично. Да, все кошерные. Получается. Представляете, какое вы умозаключение? Все кошерные. А что? Абрамович, Зеленский. А в СБУ кто? Ну, кто? Ну, кто надо. Поклады там, да, нормально. Лейтенанта до генералов, что ли? Любой спецслужбист мог арестовать этого Абрамовича. Мог выполнить боевую задачу, по крайней мере. Они этого не сделали. Десятки тысяч СБУшников проживали зеленую соплю, пока это чудо было на нашей территории. Ну, не надо так, зеленая сопля при власти Зеленского. Вы что?
Вы что? Ну какая зеленая сопля? Ох, Светан распоясался. Но распоясались и с другой стороны. Причем такой Путина-ненавистник, швец, комментирует письмо и вот эту всю ситуацию как личное оскорбление Путина. Но теперь я вам должен сказать, вот с точки зрения оперативной психологии, зная Путина, изучая его достаточно долгое время, теперь я могу сказать, что после прочтения этого письма, причем это все публично, и он обратил внимание, что такие вещи публично не делаются, а это обида опять сквозила в него. То есть для него этот вопрос, а вопрос сейчас война между двумя государствами, это государственный вопрос. Теперь к нему еще отключился глубоко личный вопрос. Это глубокое личное оскорбление. И для такого человека, как Путин, ущербного, это играет колоссальную роль. Теперь уже непонятно, что для него будет главное, а что второстепенное. Или личное публичное оскорбление на весь мир, то, что сказали, что он стареющий диктатор, да, который не совсем понимает ситуацию. Или же это государственный вопрос о том, что идет война, и надо ее прекращать, и нужно вести переговоры. Он мстительный, такой, как говорят Трамп, мстительный человек. И он мстит своим личным недругам. И думаю, что в такой непростой ситуации не стоило добавлять вот этот личный повод для мести вот таким образом. Тем более, что, понимаете, можно, конечно, было бы подделкориться, то есть посмеяться, так в шутку и так далее, если у тебя, как президента страны, есть достаточное количество ракет ПАК-3 для Патриот, и коэффициент их использования эффективности близок к 100%, то можно, конечно, и духариться вот в таком стиле. То есть наш вам привет из Киева, от 95-го квартала, а Путин отвечает оттуда, из Москвы, из Comedy Club, вот наш ответ, и пошло-поехало. Но у тебя есть достаточное количество ракет-перехватчиков, и можно прикрыть небо над Украиной, над ее народом. Но я очень опасаюсь, что месть Путина в ближайшее время выльется в усиленные ракетные удары, а с ПАКами-3 ситуация плоха. То есть, смотрите, он не любит Путина. Это прям антипутинист, но он недоумевает. Говорит, ладно бы все было хорошо. Ну, то есть, смотрите, мы сейчас пришли к тому, что как бы меч превосходит щит. Мы пришли к тому, что вот это вот ты рыпаешься, хорохоришься, а у тебя нечем прикрыть задницу. То есть и по ней будут лупить. По этой заднице. Ну, то есть, нет, понятно, что у него сейчас там турне, он поехал, у него бункер, у него поездки, а людям куда деваться? То есть ключевая ошибка у швеца – это типа защитить народ. Так народ никто не защищает. А какая разница, что там этот народ? Подумаешь, народ. Тут надо защитить державу. И в этом ошибка. Но опытный КГБшник, швец, ну вот он не может мимо этого обойти. Смотрите, в чем отличие. То есть людей плюс-минус даже антиподов, там, Россию, он путинскую Россию не любит, вот это все. Но он говорит, нельзя так. Ну, ты переводишь в формат личной мести. Я сегодня начитался у разных товарищей, ну, готовясь к эфиру, там, время какое-то там провести, чтобы с этими текстами, чтобы понять. Ну, слушайте, на упоминании про Беслан вот так вот, по горло. И типа там тоже вспоминают, было какое-то обращение публичное, да, вот этих боевиков. Тогда еще, чеченские вот эти времена. И как бы, и проводят прям прямые параллели. То есть вспоминают мочить в сортирах, все сейчас говорят, подождите, получается, после ПМЭФа вернулся вот тот Путин, который там вот, Дудаева, в общем, вы поняли. То есть вот этот вернулся, который там вот тех, потом отлавливали всех. То есть вот такой Путин вернулся, и все как бы об этом заговорили. Но тут же важная, тут личная месть. Говорит, ты старый, ты 26 лет у власти, ну, то есть у тебя все плохо, вокруг тебя обсели, с тебя сосут деньги. Это, кстати, очень интересная претензия в письме. Вокруг тебя все обсели и сосут деньги, а у Зеленского нет, у него не так. Нет, не так. Он все там контролирует, там все как бы по делу. Там кто не... Там Миндичи, там вот эта вся история, это совсем по-другому. То, что там Шойгу, да, оставили в аппарате, в структуре власти, но всех замов в тюрьму, причем реальную тюрьму. Поехали губернаторы, все те, кто фортификации рыл, ну так, ну в общем так, для проформы, да, и пилил деньги. Всех конкретно всех в тюрьму. А кого посадили в Украине? Так кто кого обсел и кто с кого сосет? Ну это такое. Поэтому вот я бы остерегся писать столь острые письма. А что касается встречи, то встреча просто необходима. Но здесь бы, я бы где-то согласился с Путиным в чем. То есть даже сумасшедшие иногда говорят правильные вещи.
Не так о встрече так называемых экспертов. Прежде всего, считаю, что было бы и будет, наверное, совершенно неправильно опять прибегать к услугам двух девелоперов из Нью-Йорка. Это Кушнера и Витькова. Обратите То есть эти услуги отброшены. Это очень важная мысль в контексте продолжения. Продолжение переговоров. Потому что, давайте так, есть же там переговоры, никогда не останавливаются переговоры, есть всегда, да, но теперь не Витков и Кушнер. А вот это уже возникает вопрос, а кто? Витков и Кушнер создали ту ситуацию, которая сейчас есть на Ближнем Востоке. Витков и Кушнер, получается, создали ту ситуацию, которая состоялась сейчас. Ну и, конечно, вот эти выпады ответные, да, вот это Путина, что надо думать про выборы, не бояться ходить на выборы. Путин-то избирался, но они нашли сразу отражение у Гордона, он побеседовал з цілим яйценюком. Вчора, коментуючи листа Зеленського, він жодного разу не сказав прізвище Зеленський, він сказав про те, що про вибори. Тому що там Зеленський йому написав про 26 років, яких я щойно зазначив. Він сказав, що да, значить, треба ходити на вибори. От кому, а Путіну краще взагалі про це помовчати, або сказати правду. Смотрите, вот это сейчас очень интересно, ход мысли. Смотрите, Путину про выборы лучше помолчать или сказать правду? Правду, а ну давай правду. Володимир Путін ніколи не вигравав виборів в Росії. Володимир Путін ніколи не був обраний президентом Російської Федерації. Володимир Путін отримав посаду президента Російської Федерації внаслідок рішення покійного президента Бориса Єльцина передати владу Володимиру Путіну. Абсолютная история. Это вот прям, это все. То есть вы понимаете, ну, какой... То есть, если б не Ельцин, ну, так и не было бы Путина. Вот это вот, так бы Ельцин, ну что, я устал, я ухожу, хотя этого не говорил, но тем не менее. То есть, это Ельцин отдал. А никаких там выборов никогда нет. И рейтинга у Путина нет. Это все делано. Это никому не нужен этот Путин. Все вот эти 26 лет. Вы представляете? Арсеній Петрович. В Росії після цього, а точніше до цього, ніколи не було вільних виборів. Путін не виграв жодні вибори за час свого перебування на посаді чи то президента. Ну, чи то президента, чи то кого еще? Кем еще был Путин? В каких выборах он принимал участие еще? В каких? Депутатом, наверное, избирался когда-то. Ну, судя по всему, да. Ну, то есть вы понимаете, какая история? А потом все говорят, слушайте, Путин никогда не выиграл выборы. Зачем это делается? Ну, чтобы Зеленского не спрашивали про выборы. Ну, там типа, они же все такие нечестные, никто Путина не выбирал. То есть они перекладывают реальность российскую, типа на украинскую. Российскую на украинскую. Сейчас все говорят, а кто голосовал за Зеленского? Лес рук. А где подевались вот эти наклеечки? Помните в 2019 году? «З», команда, +1, вот это все. Где? Где это за команда? Нет никого. Они думают, что в России тоже так. И в России там подойдешь, и ты голосовал за Путина. Нет, вы что, нет. 26 лет прошло. Там люди не знают, что такое жизнь без Путина. Многие. Ну так Зеленский идет по этому же пути. И это легализация этого же процесса. И вот этот Яйценюк, он как бы, понимаете, он как подлизывает. Яйценюк подлизывает под эту тему. Он бросает вот сюда, вот сюда он бросает это зернышко, вот туда. Смотрите, ну какие там выборы, ну какой выбор, кто их проводил. Поэтому что в Украине можно не проводить? Что Яценюк, что Корчинский, ей-богу. Он тоже к Янинке опять. Они там, кстати, часто ходят к ней, так сказать, вот это вот, на интервью. Понимаете, вообще говорит, я недоволен, а где диктатура? У мене претензія до Зеленського тільки одна. Де наша диктатура? Вам мало диктатури? У нас нема диктатури, у нас А якою бардак має в бути країні. диктатура? Диктатура має бути, що потрібно ліквідувати представницькі органи влади. Вот так вот. Вот вы понимаете. Говорит, никогда Путин выборы не... Вот Путин какой плохой, а Зеленский такой хороший. Что надо сделать? Надо ликвидировать все представительские органы власти. Все. Депутаты, там, районные, местные. Вот всех надо, короче, разогнать. Раду вот эту всю. А кого вы представляете? Ну, кого вы представляете? Народ. Да чихать на этот народ. Всіх розогнать. У нас військово-цивільні адміністрації мають керувати містами, а не які-небудь клічки. Клички.
І Так незрозумілі вони обрані особистості. демократично. Місто Київ обрало свого мера. Кияни обрали Да, мера. до повномасштабної війни киян, да, серед киян багато ідіотів. Да, среди киевлян много идиотов. До войны вот выбрали мэра. Ну, война не время идиотов. Не время. То есть вы понимаете, как вот они же сами палятся. Они сами протаптывают вот эту дорожку. И нам говорят, это все, это новая норма. Все говорят, ну трэш, ну издевательство, ну что это такое? В этом и суть. Они степ-бай-степ, шаг за шагом, вот так вот, ага, так слушайте, это нормальная мысль, а зачем нам эти депутаты, кормить их вот эти рыла, пускай на фронт идут, будем всех разгонять, Зеленский пускай правит, у него есть Ставка, у него есть СНБО, у него есть Миндичи, Ермаки, вот это все, блатное окружение, плюс Европа выделяет деньги, будет контролировать, нормально, зачем нам государство? То есть вы понимаете, в чем дело? Нам говорят, что украинцам, что украинцы сейчас борются за свою независимость и за свое государство. В гимне даже поется «душу и тело мы положим за свою свободу», да, там, то есть независимость. Вот это, у нас за независимость эта война, в законе прописана формулировка. Вот эта война идет законом принята, депутатами, а потом они приняли и не нужны. То есть государство... Абсолютно нет. То есть это вообще не государство тогда. И они говорят, это нормально, новая норма. Я не удивлюсь, если к этому придет. Понимаете? К нему приходят, ну там, или он просит, чтобы к нему пришли. Россияне говорят, мы готовы, вы на что готовы? Говорит, не отдадим Донбасс. Тот передал, вернулся с ответом, сказал мне, в духе Анкориджа. А тут говорит, нет, не будет в духе Анкориджа. То есть Зеленский прямо посылает Трампа. Он его не боится. Все. У него уже как бы нормальные подвязки по всему западному сообществу. В последнее время, то почти год назад в Анкоридже на Аляске президент Путин, он тоже подчеркивал, проявляя дух компромисса, принял конкретные абсолютно предложения президента Трампа. Вот чем закончились переговоры. Я очень надеюсь, что опыт предыдущих провалов, когда Запад отказывался выполнять им же поддержанные договоренности, что этот опыт не повторится в отношении договоренности Аляски. Но пока, к огромному сожалению, наши американские партнеры не проявляют к этому какого-либо интереса. Неинтересно. То есть договоренности Аляски западные партнеры не проявляют интереса. Президент недавно подтверждалось это и на других уровнях, мы готовы руководствоваться теми пониманиями, которые четко были обозначены в ходе встречи в Анкоридже 15 августа прошлого года. Но нас, безусловно, тревожит заявление, причем государственного секретаря Марко Рубио, который недавно на слушаниях в Конгрессе сказал, что Соединенные Штаты не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину. Ну вот, встревожены. В Кремле встревожились. Рубио говорит, Рубио так и сказал, мы за Украину. Но мы же оружие России не поставляем, поэтому мы нейтральные. А так бы могли оружие России поставлять, оружие Украине поставлять, и вроде как все поровну. Или никому ничего не поставлять, а так поставляем. Поэтому, ну вот так, ну а чего вы? Ну то есть, и встревожились в Кремле. Там своя игра башен, там свои какие-то моменты, но ключевой момент и ключевое, что сказал Лавров, не до этого Трампу, не до этого. Он проходит тесты когнитивные, он там акулу от жирафа отличает, он пытается там справиться внутри, справиться с Ираном, справиться со всеми. Но у него реально нервы уже сдают, у него сильно много навалилось на старика. Он раздавил микрофон. Ну, то есть, это такая практика у западных журналистов, они вот сидят, ну, чтобы не вешать на человека, ну, чтобы там он, ну, знаете, там вот это вот, там, трется, мнется, вот это же как бы, это, ну, тут ну, как бы может там что-то где-то, и вот они кладут на пол, но они же не думают, что он наступит, да, то есть там в процессе, он же все-таки сидит, он же все-таки на одном месте, и вот он с ней спорил, там что-то и доказывал, они заговорили о выборах 2020 года, Трамп эту тему как бы берет на вооружение, что у него украли победу, когда Байден пришел, и она там вот с ним спорит, а вы там, ну, в общем, честно, нечестно, голосование по почте, не по почте.
Путин, кстати, на форуме экономическом так и говорит, то есть, ну, украли у Трампа победу, то есть Путин как бы тут за Трампа, а этого как бы, ну что это? И он плюнул и ушел с интервью, она там еще вслед говорила, я же столько ехала сюда к вам, давайте, не уходите, Дональд Федорович. Ну, тут психанул дед и ушел, и еще микрофон раздавил так ногой смачно. Бедный звукооператор, который это все слушал, интервью, наверное, посидел. И ушел, и был таков. Ну, вот так вот поговорили с президентом. Конечно, что мы хотим? Какие договоренности? Какие договоренности с ним? Ну, то есть, абсолютно, ну, вот не та история. А чем занят Песков был? Ну, кроме того, кроме комментариев, кроме того, что подсунул бумажку. Он с блогерами общался в рамках кулуаров питерского форума. Например, борода для вас – это норм или стрём? Стрём. Узнавать новости из ТикТок? ТикТок не пользуюсь. То есть, смотрите, его пригласила блогер и играет вот эту, ну, как бы игру, да, норм, стрём. Типа, норм хорошо, нормально, стрём, никогда такого не да или нет, хорошо, плохо, делайте, не делайте. И говорит, борода, стрём. ТикТок, да нет у меня в ТикТоке. Да, стрём, значит. Да. Когда вас неправильно цитируют? Это стрём. Не делайте так. Когда блогеры берут интервью? Первый раз. Это первый раз. Трижды норм. Вставать для вас в 6 утра? Стрём. Да? А во сколько вы обычно просыпаетесь? Ну, где-то ближе к 8. Так. И отвечать без комментариев? Ну, скорее стрём. Да, это не нравится. Не нравится, но приходится. Так тут без комментариев. Америка не выполняет дух Анкориджа. Это норм или стрём? Ну, видно, что в Кремле думают, что стрём, понимаете? Тут интересная как бы такая история вышла. Значит, Дональд Федорович вот на днях встретился с Иерусалимским патриархом и говорит, что рассматривает его в качестве посредника в переговорах между Украиной и Россией. По данным источника, во время встречи в Белом доме президент США поддержал идею о том, чтобы глава Иерусалимской церкви Феофил III выступил посредником между Москвой и Киевом. Ожидается, что он уже в этом месяце, патриарх, встретится с Путиным в Москве. На встрече, которая длилась 40 минут, обсуждалась возможность того, что патриарх сможет помочь в установлении канала связи между Москвой и Киевом. Феофил рассматривается как фигура, в которой доверяют обе стороны, благодаря его положению в православном мире, участию в прошлых дипломатических гуманитарных вопросах, включая там контакты по освобождению из российской тюрьмы израильской путешественницы на мыс Сахар. Значит, источники подчеркнули, что патриарх Феофил является не политической фигурой, пользующейся религиозной и моральной, ну, такой степенью авторитета, доверия. Помимо украинского урегулирования, патриарх поднял на встрече с Трампом вопрос о необходимости защиты свободы вероисповедания в мире. То есть, сама эта новость нам говорит о том, что уже у Трампа поняли, ну, это две православных страны. Это, ну, значит, должен быть какой-то лидер. Внутри страны нет, получается, таких лидеров, которые могли бы повести, быть там каналом связи. Все каналы связи, получается, испохаблены. Даже вот такие, ну, как Светан говорит, полуеврейско-российские какие-то международные бизнесовые круги, Абрамович, который там айфоны дарил пленным в ВСУ, когда их освобождали азовцам, телефоны мобильные, там вот эти тирамисушками кормил. То есть даже этот канал оборван. И он сейчас прорабатывает вот этот канал. Только вопрос, а насколько все-таки является как страна Украина православной? Очень серьезный вопрос. Тут соцсети разрывает последний клип, ну, такой, достаточно переживающий очень тяжелые времена певицы украинской Ольги Поляковой. Я помню ее, она в «Кокошнике» там выступала, в Кремле плясала, а потом же вот это все. Сейчас они там поругались с Ефросининой, поудаляли друг друга, а потом подобавлялись там эти клипы. Но люди в соцсетях возмущаются от его нового творчества. К вопросу о православной стране. Сьогодні зранку, ще перед богослужінням, я відкрила стрічку новин і побачила відео Олі Полякової. Побачила жінку, яка висить на хресті і творячи на ньому образ розіп'яття.
Знаєте, я оце сижу кілька годин і не можу вкласти в своїй голові, що з нами не так, люди, серйозно, що з нашим суспільством не так, коли ось ми перейшли цю межу, коли Ну, когда перешли? Так это мир перешел. Мы-то давно перешли, а мир перешел. Олимпиаду в Париже можно вспомнить. перестали розуміти, що є речі святі, яких не можна торкатися ні заради популярності, ні заради ефектної картинки, ні заради чергового скандалу, який приносить цю популярність. Я дивлюсь на це відео, і мені просто боляче, по-людськи боляче. Тому що для мене, як і для вас, християн, хрест – це не декорація. Хрест – це місце страждань Христа, це місце Його жертви за людство, вдумайтесь. Це те, перед чим я стаю на коліна, і це те, перед чим ви стаєте на коліна, просячи у Господа милості для нас. І коли от я сьогодні бачу, як доросла людина, відома людина, співачка, бере цей образ і використовує його для творчого проєкту, у мене взагалі виникає питання, а невже немає більш-менш меж? Немає більше образів, яких можна відтворити для своєї популярності? Но она обычно косплеит Лободу, ну, которую там загнобили, тоже собирает стадионы, ездит по разным площадкам. Ее загнобили за русские песни, за все на свете. И, ну, ее поймали, что она как бы переделывает и, в общем-то, за ней повторяет. И вот она вот решила, видите, как пуститься во все тяжкие. Ну, женщину, смотрите, как раздосадовала. А потім бачу ще реакцію Олі Полякової, де вона пише: «Та, байдуже, що хейтять, мені все одно». Нешанована тепер мною Оля Полякова. Я знаю, що ви, можливо, і не подивитесь це відео, але я все одно скажу. Справа не в тому, що вас будуть хейтити. І справа не в тому, що вас критикують. Справа в тому, що ви образили почуття мільйонів віруючих людей. Чувства верующих обидела. Вы представляете? Чувства обидела верующих. Да плевать, какая у тебя вера сейчас. То есть Феофила хочет сюда Трамп посредником? Чувства верующих, чтоб не обижали женщинам, он возмущается на естраді. І справа в тому, що хрест для нас – це образ, це найсвятіше, що є в житті. І мені боляче, що сьогодні можна так легко взяти і просто споплюжити ось такою недолугою псевдотворчістю. І так, я так вважаю. І прошу вас сьогодні, православних християн України, не мовчати. Мовчанням зраджується Бог, пише Святе Письмо. Напишіть, будь ласка, під дописом Олі Полякової, що вона зробила не так. Напишите, что сделала не так, можете в шуме здесь пошуметь. То есть, понимаете, в чем дело? Когда священника как бы бьют, забивают, засовывают, отправляют на передовую, когда церкви захватывают, кресты валяют, сносят, как десятинную церковь. Это МАВ сказали, десятинная церковь. Это при Зеленском только, это как бы нормально. А тут вышла Полякова, чего-то изобразила, как на Олимпиаде у Макрона. Она же в тренде, говорит, так пускай хейтят. И тут смотрите, как вера проснулась. Может, Феофил все-таки даст надежду? Феофил, может, поможет духу Анкориджа? Вряд ли, потому что люди, как бы, украинцы по всем опросам и соцопросам против отдавать территории. Я особисто не військовий, не знаю за це, але вважаю, що треба боротися до кінця, і ми знаємо свою ціль. До побєди воювати по-любому. Я б не хотіла віддавати території свої. Моя думка, що треба боротися до кінця, завжди бути сильними і не здаватися. Не, тільки не віддавати. Бо вони не зупиняться, розумієте? Понимаем, не остановится, ничего нельзя отдавать. То есть Зеленский красавчик, он молодец. Дух Анкориджа что-то надо отдать, ничего не отдадим. Території віддавати не потрібно. Ніяких домовленостей не буде. Україна це понад усе. Я Это особенно этот персонаж. Да? Ахрип, вот это все. Украина, она понад все. не рахую, щоб віддавали військові життя за що, ні за що. Ни за что, чтобы отдавали. Ни за что. Так за то, чтобы война закончилась. Дух Анкориджа, хорошо. Нет, не будет духа Анкориджа. Ничего не будем отдавать. Ну, не будем, значит, будем воевать. Ну, это как бы, видите, это такой, как бы немножко пожилой опрос, когда еще там немножко холоднее было в Киеве. А вот свежий сегодня опубликовали. Вопрос социологи задали. Значит, представьте, пожалуйста, что обсуждается вариант остановки огня по нынешней линии фронта. Россия сохраняет контроль над всеми территориями без международного признания, но эксперимент с как бы выборкой, которую, в общем-то, расщепили респонденту. Один вопрос как бы задается. И вот получили вот они ответ. Очень интересные, кстати, результаты. То есть
Украина не получает гарантий безопасности, в Украине не будут размещены войска стран Европы и не будет никакой поставки денег и оружия. 61% против. Против, вы что? Как так? 27 говорят, да бог с ним. То есть меньше трети, да бог с ним, не надо никаких оружия, это и контингентов, гарантий, все, закончили. Дальше все будет по-другому. 27%, а 61% против. Еще один вариант. В Украине далеко от фронта будут войска Европы, которые, если в воздушное пространство, не будут, в общем, принимать участие в боях, но будут стоять. 49 против. Как это не будут? Как это? Вы что? Неприемлемо. Или Украина в больших размерах получает деньги и все оружие, ракеты, ПВО, танки, самолеты. 37 против. Не нравится 37%. 45 за. Ну или в Украине очень близко к фронту разместят войска стран Европы, которые в случае повторного вторжения будут биться. 47 за, 33 против. То есть это абсолютно какие-то необыкновенные хотелки. Откуда это все пошло? Ну так ясно дело откуда. Со встречи. Мощной, потужной встречи в Лондоне. Смотрите, как они выглядят. Смотрите, им смешно, они веселятся, у них все классно. А вы думаете, вот это все. Да, отлично у них. Отлично. Ну, лидеры. Смотрите, настоящая вот эта вот компания самых лучших. Я вот почему это показываю, это просто очень интересная микроатмосфера. Понаблюдайте за ними, за всеми. Это же прям очень интересная микроатмосфера. Смотрите. Оп, только смеялся, раз такой серьезный. Мерц такой, в сторону. Они какие-то, явно они как-то под чем-то все. Да, жмут руки, да, все, Мерц, все пожали руки, все, Макрон, Мерц, вам до побачення, а мы остаемся. А мы и так, и обняться, и все. Смотрите, не могут прям распрощаться, не могут прям. Все, спасибо. Да, ой, не, еще забыл, что сказать. Ну, давай, потом, давай, все, давай, на связи. Пока-пока. Да. Goodbye, все. Смотрите, еле распрощались. Вот это вот мощно, понимаете? Им так хорошо вместе. Коту только не место оказалось. Свалил подальше от греха, от этих нехороших товарищей. Что, в принципе, о чем договорились? Это же тоже очень показательно. Значит, 5 условий для достижения справедливого и прочного мира. Итак, первое. Прекращение боевых действий. Второе. Использование нынешней линии фронта в качестве отправной точки для мирных переговоров. Третье. После прекращения огня Украина должна получить юридически обязывающие гарантии безопасности, включая размещение многонациональных сил на территории. Четвертое. Российские активы предлагают сохранять замороженными до прекращения войны и выплаты компенсации Украине. И пятое. Защита интересов европейской безопасности в рамках любых будущих договоренностей. Короче, это все про Европу. Это все про Европу. И это недостижимо для Украины, потому что это конкретно про то, чтобы Европа договаривалась вместо Украины. Поэтому Абрамовича и слили. Европа готова взять на себя главную роль в переговорах с Путиным вместо США, заявил пресс-секретарь канцлера Мерца Стефан Корнелиус. Новым, на мой взгляд, является то, что этот процесс сейчас набирает новые обороты в Европе. Еще одним новым событием является то, что мы продолжаем переговорный процесс, который в значительной степени возглавляли США. Мы делаем это в тесной координации с США, сказал Корнелиус. То есть они перехватывают инициативу, никаких Абрамовичей быть не должно. Никого не должно, а освятит это все саммит Г7. Вот переписка с журналисткой. Видите, какой президент Дональд Джей. Вот так вот. Значит, подтвердил, что примет участие в саммите в середине июня во Франции. Корреспондентка Daily Mail Элин Ширази, у нее есть номер телефона, она переписывается с Трампом.
личная переписка у него была, и спросила, планирует ли он посетить этот саммит. Да, говорит, увидимся там. 15-17 июня в курортном городе Эвиан-Ле-Бен пройдет вот этот саммит, и Трамп там будет лично, и там надо как-то осветить этот вопрос. Поэтому они и мнутся. Но они настроены, чтобы не США с духом Анкориджа, а, ну, например, Европа с духом Женевы какой-нибудь, да, все-таки как бы вступила в переговоры. При этом, конечно, оказывают помощь. Европейская помощь в Украине больше смещается в сторону военной поддержки. Кильский институт посчитал, объемы финансовой гуманитарной помощи сокращаются. За март-апрель Германия выделила около 4 миллиардов евро военной помощи, Британия — 1 300 000 000, Норвегия — 600 миллионов, Япония еще 1 миллиард евро в рамках механизма ЭРА. Британия передала около 120 тысяч дронов, а Германия, Норвегия и Нидерланды выделили сотни миллионов евро на закупку беспилотников. Всего за первые месяцы 2026 года помощь в этой сфере достигла 1 600 000 000. Европа все активнее делает ставку на дроны, а не на все остальное. Нормально. Нормально. Интересно, что в этом всем, вот как бы, кто же милитаризируется? Попалась инфографика, потрясающая просто. И вот тут Украина, ну там доля в бюджете, 30, ну там 9,5, чуть больше процентов. Самая милитаризированная экономика. Россия 7,5, Азербайджан 6,5, Армения 6. Мощные там тигры, как вот Эстония 3, то есть процента. Кувейт 4,7%. Ну и Оман 5. Израиль, кстати, меньше, да, 7,8%. Ну и другие страны по объему. Украину накачивают. Накачивают, даже невзирая на определенные долги. Вот, пожалуйста, британцы. По прогнозам, к сентябрю госдолг Британии достигнет 3 миллионов фунтов. В 1997 году на каждого британца приходилось менее 6 тысяч фунтов госдолга, а сейчас будет 42 тысячи фунтов на душу населения госдолга. А кому можно сказать спасибо? Конечно, вот ему. Сегодняшняя фотография, смотрите, какие они радостные, как у них все прекрасно. У Зеленского особое, конечно, выражение лица, он счастлив. Он когда с королем, он прям, ну он правда, он счастлив. Смотрите, смотрите как, смотрите. Ай, ой, какая хорошая фотография. Прекрасно. Прекрасное счастье. Ну и, понятное дело, это счастье сопровождается. Телеграф британская пишет, что Зеленский предупредил Путина, что Украина скоро будет бить баллистикой по России. По словам Зеленского, Украина очень близка к цели создать собственную баллистику и будет атаковать Россию, пока та не откажется от продолжения войны. Мол, смотрите, какая благородная миссия. Мы продолжаем войну, мы будем по вам бить, пока вы не откажетесь. Давайте обсудим эту замечательную ситуацию вместе с Денисом Неведомским. Он к нам присоединяется, чтобы немножко пошуметь. Денис, приветствую вас. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, друзья. Давайте пошумим. Вот эта встреча в Лондоне. Какие у нее будут последствия? Или мы эти последствия уже переживаем, и в принципе ничего нового? Ровно как в 22 году, давайте просто воевать, ну вот, пожалуйста. Или все-таки европейцы хотят красиво слиться? Ну вот красиво. И ждут освещения Трампа на саммите Г7. Нет, судя по происходящему, это очередная демонстрация. То есть демонстрация непоколебимости той самой поддержки Зеленского и войны в Украине. Повторюсь, ключевая разница не поддержки Украины в войне, а войны в Украине. И вы сделали правильный акцент, сказав, что решать-то вопрос собирается Великобритания и ЕС. По большому счету, вот та самая глобальная монархия. И Украина в этих переговорах бедный родственник, поле боя. Объект, а не субъект. И эта встреча как раз и подчеркивает в том, что собрались старшие рассказать младшему, что ему нужно дальше делать. И риторика, и хамское письмо, которое было опубличено в адрес
президента России, оно свидетельствует как раз о том, что максимально эскалация, максимально поднять ставки. И все бы у них хорошо было бы, если бы не победа в свое время Трампа и не изменение европейского тренда вправо, и сколько им осталось политической жизни. И Стармеру, и Карни, и Макрону, и Мерцу, и Санчесу испанскому, тот, который Педро. Все было бы у них хорошо, если бы не внутренняя повестка. Поэтому все вот эти потуги на самом деле уже не актуальны. Уже нет ни возможности залазить в бездонный карман дяди Сэма, уже нет возможности бездонно черпать оттуда оружие, уже необходимо лазить в карманы собственных налогоплательщиков. И налогоплательщики им платят этим, выходя на улицы, поддерживая правых политиков, своими электоральными предпочтениями, о чем кричат буквально все рейтинговые агентства. Поэтому времени-то и политических жизней у них немного. Это первое время чумы. И вот эти улыбки, на самом деле, счастья, они просто скрывают гримасы. Действительно страшно. Потому что через короткое время та игра, когда казалось, что весь мир у их ног, она рушится. И вот эти вот бравурные слова, что мы поедем и помчимся, мы возьмем на себя, мы теперь будем выполнять роль Америки как глобального гегемона. Так на самом деле глобалисты и выполняли эту роль. И Великобритания всегда была. Америка была ширмой. Америка была тем неисчерпаемым ресурсом, при помощи которого поддерживался имперский порядок. Но вот эти все улыбки счастья, повторю, это гримасы. Они не уверены в себе. Им очень страшно. Они очень надеются на то, что война в Украине будет продолжаться с Россией и отсрочит их собственное падение. Они очень надеются на довыборы в Конгресс в ноябре этого года. Они очень надеются, что, укоротив руки Трампу, они смогут выбить продолжение финансирования Соединенными Штатами войны в Украине. Они смогут рассчитывать на американскую военную поддержку. Они смогут надеяться на то, что в 2029 году президентом опять станет какая-нибудь Харрис или какой-нибудь условный Байден. И этот волчок войны, эта воронка в Украине продолжит углубляться. Но я повторюсь, весь тренд, все тенденции говорят о том, что их первое время чумы скоро закончится. Ну, смотрите, тут же тоже такой момент. Вот Пашинян побеждает в Армении. Вот щелчок по носу России. Вот смотрите, Молдова. Да, вот, пожалуйста. Ну, конечно, то есть там такие же выборы. Румыния, вот навыбирали, так сказать, тоже такой смешной у них там руководитель. Ну, классно же, понимаете? И кажется, что они сильны и мощны. И, в общем-то, а Россия что? Россия не страшна. Да, все готовятся к войне с Россией, и вот никто не может разрешить вот этот очень интересный клубок. С одной стороны, Россия слаба как никогда, вот-вот развалится и проиграет, все читали письмо Зеленского. С другой стороны, они прям видят какую-то реальную угрозу. Так о какой угрозе идет речь, раз она так слаба? Это какая-то такая очень, с одной стороны, простая логическая конструкция, а с другой стороны, ой, как непростая. Как вы думаете, почему? Вот что вообще нам говорит вот эта ситуация с Абрамовичем? Почему его слили, ну вот этот канал связи, почему не договорились, в чем проблема оказалась? Тут, конечно, я полностью разделяю вот этих, как бы, вой ультрапатриотов украинских, которые из партии войны говорят, так как он вообще приехал в Украину и говорил. И Зеленский подтвердил, что он с ним разговаривал, даже пересказал о чем. Это нам о чем говорит, о каком, скажем так, процессе. И на самом деле, как дальше пойдет война после, четкого, во-первых, после того, как об этом рассказал первый Путин, но не называя Абрамовича, а потом четко дав посыл «Работайте, братья». Тенденция не изменится. И то, что вы привели в пример Армению, да, глобалисты умеют в эти игры играть лучше всех. Они, как никто другой, умеют создавать пояса враждебности вокруг враждебных лидеров цивилизации. Создавать проблемные зоны, как они создавали в отношении России, как создают
в отношении Китая и так далее, на Ближнем Востоке. То есть это то, что они умеют лучше всего. Создавать центры враждебности под боком враждебных сюзеренов. Сюзеренов других цивилизаций. Поэтому Армения, конечно, говорит о том, что результат в Армении говорит о том, что они в эту игру умеют играть. Россия до сих пор в эти игры играть не научилась. Этот факт требует констатации. На него можно обижаться, на него можно закрывать глаза. Но каким образом умело выстраивают глобалисты вокруг России пояса враждебности, это надо отметить. Другой вопрос, что надо посмотреть вес международный, при всем уважении к армянскому народу, при всем уважении к Молдове, при всем уважении к Румынии, вес Великобритании в этих процессах, вес Германии, вес Франции, вес Испании намного выше. То есть это действительно страны, определяющие геополитику. И если в этих странах, даже не если, а когда в этих странах сменятся режимы, вместо глобалистов придут суверены, то кардинально поменяется война. И здесь не повлияет ни создание пояса враждебности в виде Молдовы, Армении, Украины. Это будет уже настолько несовместимые, несоизмеримые понятия, что и там, при полном изменении власти в ключевых странах ЕС и Великобритании, там тоже режимы посыпятся. Потому что на сегодняшний день они имеют и поддержку финансовую, и дипломатическую, и иноагентами, которые напичкивались эти страны. Мы прекрасно знаем, как все происходило в Украине, как все происходило в Грузии в свое время. Да, воевать они и правильно вкладывать деньги они научились. Украина для них отличный полигон во всех отношениях. Они научились вскрывать суверенные страны, близкие к лидеру цивилизации по духу, истории и культуре, как консервные банки. На поле боя они научились, что танки и громоздкие, скажем, боевые машины уже не играют той роли, что война 20 века совершенно отличается от войны 21 века. И они вкладывают, и визиты руководителей Палантер, это тоже в эту копилку. Они научились диверсифицировать свои вложения. Поскольку Трамп возложил на них главные издержки войны, как финансовые, так и военные, с учетом того, что они убили собственную экономику, а залезть они могут только в карман собственным налогоплательщикам, они начали, скажем так, включать больше мозги и вкладывать туда, где это действительно более рабочее, в дроны. И Украина очень сильно в этом плане поднялась в дронах, и поэтому и наносят такие болезненные удары. То есть, обратите внимание, им абсолютно наплевать на нехватку Украины средств ПВО. Им абсолютно наплевать, каким образом будет внутренняя социальная ситуация, потому что все деньги, которые сейчас направляются, то есть до 90%, уже не идут на социалку, идут именно в военную сферу. У них задача не сберечь украинские города, у них задача из последних сил финансировать именно клинок, то, что наносит удар по России. В таком случае, насколько правдивы, на ваш взгляд, те утверждения, этого сейчас много в интернете, что Зеленский вот встретился с королем, встретился вот в этой могучей, как там, тройке, да, или как они говорят, тройке, да, европейской, там, евротройке, что это четко обернется на ужесточение отлова мужчин на украинских улицах, плюс при любой возможности, под любым соусом, давайте так, если не высылки из Европы на войну в Украину, хотя это парадокс, ни одна страна в мире никогда не просила ни у кого, чтобы их граждан лишали защиты. А Украина просит откровенно, говорит, вот этим, которые с 25 до 60, давайте отказывайте. Что вот дойдет до этого момента, и означает ли это, давайте так, поголовную мобилизацию, которая нас ждет в самом ближайшем будущем? Она уже идет. Это не ближайшее будущее, это наше настоящее. То есть, какие задачи ставятся перед полицией, я знаю, какие задачи ставятся
что невзирая на должность, невзирая на направленность, задача участвовать в мобилизации, помогать ТЦК в принудительной мобилизации. То есть это уже фактически скрытые признаки гражданского конфликта между властью и народом. Когда структуры, называемые правоохранительными, они фактически выступают против собственного народа. И это как раз и говорит о том, что эта встреча, что это, скажем, уже паническое настроение собраться из последних сил, держаться из последних сил. Понятное дело, что не из их сил, а из сил украинского народа. Я слабо верю, что они дойдут до того, что начнут высылать мужчин военнообязанного возраста. Потому что многие из них интегрировались, и как они будут разрывать семьи, это вопрос такой. И будут ли они применять насильственную депортацию прям вплоть до Украины? У Украины нет границы с той же Германией или Францией. То есть, каким они образом это будут делать? Ну, это будет последнее разрушение последнего постулата той Европы, на базе фундаментальным, базисом которой создавался этот ЕС. Идеологическая основа, единосогласие, демократические ценности, человекоцентризм. То есть то, чем заманивали украинцев, молдаван, грузин, армян сейчас заманивают в Европу. Да, то есть той ну, картинки... смотрите, ну заманивали всегда деньгами. Ну давайте Смотря... так. Ну, деньга, Давайте зарплаты, пенсии, как в Европе. Эти старички, которые там вот работали, а потом путешествуют по круизным лайнерам по всему миру. У России достаточно тоже было денег, чтобы взять и оптом купить эту украинскую элиту. Тут вопрос не только в деньгах, тут вопрос их в правильном применении. Они научились это четко делать. Они научились в каждой стране при помощи своих think tanks находить слабые места, слабые с идеологической точки зрения. Засылание иноагентов. Но вопрос в том, что то, что раньше было незыблемо, что Европа – это светоч демократии и свободы, сейчас рушится на глазах тех же украинцев. То есть, когда эти страны напрямую обсуждают вероятность высылки мужчин в нарушение конвенции о свободе совести, свободе вероисповедания, у себя в странах они культивируют эти ценности, во всяком случае на словах, а фактически они начинают демонстрировать, что это как бы райский сад не для всех. Они начинают демонстрировать то, что их цели превалируют над целями, скажем так, щита Европы, как называют Украину. На самом деле они начинают просто показывать, что это не так, что их интересы это прежде всего. Я понимаю, что огромный ВВП, есть возможность поставить на военные рельсы экономику, то есть достаточно есть возможности для диверсификации. Но вопрос в том, кто будет там оружие держать. В Германии же повально люди стали отказываться по убеждениям совести от мобилизации, от прохождения курсов, становиться на учет. Ну, никто не хочет воевать. Казалось бы, да, воинственная такая нация, но вот после того, как прошел процесс, скажем, послевоенной политики в отношении Германии, они воевать не хотят. Ну, так и украинцы не хотят воевать. Тут же тоже очень интересный момент. Они смотрят на Украину и говорят, вот вы там рычите как львы, вы такие там ангелы, вы такие мощные, вы такие, подбадривают их. Но давайте, дикобразы, да, вы такие прям с железными иголками. Сегодня сообщают в одесских соцсетях, что школьники, ну, раньше было ЗНО, сейчас это НМТ, ну, короче, тесты вот эти, да, 12 часов сдают. Они утром ушли туда, ну, как бы сдавать, и до сих пор сдают. Почему? Потому что воздушные тревога, собрались в подвал. Тревога, собрались 12 часов. Дети находятся вот в этих школах, ну, которые там откреплены. И когда вот европеец смотрит на этот весь бред, который, да, ну, он как-то не очень хочет. Я хочу, чтобы в качестве резюме мы, ну, вот эту новость обсудили. Тоже интересный момент. Вот я показывал немножко в начале шума такого антипутинского, критикующего Зеленского
понимающего, кто такой Путин, разоблачающего его вот по-всякому, КГБиста-швеца, и он говорит, ну слушай, ну ладно бы у тебя было там ПВО, народ прикрыт, и ты так можешь хорохориться, а так ты не можешь так хорохориться. И он сказал очень интересную мысль. Говорит, Уитков и Кушнер, ну уже как-то нет, уже все на фоне вот того, что произошло в этом переговорном треке. Ну вот сейчас там журналист Axios Барак Равит, это вот во время эфира пришла новость, значит, что Зеленский поговорил по телефону с Витковым и Кушнером. Ну, смотрите, Абрамович не уговорил на дух Анкориджа. Витков и Кушнер, наверное, и подавно. Какие перспективы у урегулирования, если, опять-таки, мы, опираясь на ваши слова, предполагаем, что они в отчаянии, глобалисты и Зеленский? Перспективы ближайшие год-два очень плачевные, потому что украинский народ утратил способность к консолидации и сопротивлению, отстаиванию своих фундаментальных прав гражданских. Скажем, вспышки, которые происходят на улице, да, они становятся все более частыми, все более яркими. Но это не осмысленный протест, это эмоциональная реакция на происходящее. Люди не задумываются о причинах, то есть это как та собака, которая кидается на палку, а не на того, кто эту палку бросил. И некому людей объединить для осмысленного протеста. Даже путем высказывания собственного мнения в публичной плоскости и на улицах. Даже не идет речь о каком-то насильственном сопротивлении. Но просто собраться для того, чтобы высказать свое мнение или собраться в какое-то, это на сегодняшний момент нереально. И я не перестаю повторять и придерживаюсь того же мнения, что война будет продолжаться до тех пор, пока Трамп и его союзники сегодняшние не смогут победить глобальную монархию. Прежде всего, а Путин союзник в этом Трампу? На сегодняшний момент, безусловно. Их интересы совпадают. Потому что Трамп неоднократно говорил, что мы создадим новый переговорный стол, новую переговорную комнату, в которой будут находиться лидеры цивилизации или сами по себе цивилизации, как китайская, как японская цивилизация. И он пытается сформировать этот C5. Понимая о том, что играя с мошенниками по их правилам, выиграть невозможно. Даже если ты знаешь, что это мошенники. Даже зная правила игры. Ну, а ты выиграть, ты из-за этого не перестаешь. Тебе приходится, для того, чтобы победить, тебе нужно создать новую игру, новые правила. И когда ты эти правила диктуешь, у тебя появляется шанс победить. Трамп это прекрасно понимает. И вот именно насколько ему удастся вот эта консолидация суверенных государств, насколько удастся переломить, добить ситуацию внутриполитическую в главных странах глобалистов, от этого и будет зависеть время прекращения войны в Украине. Потому что в чью-либо победу в ближайшее время я не верю. Нет предпосылок. Нет идеи, которая могла бы людей по обе стороны фронта на чем-то помирить. Ну почему? У Макса Коржа в Стамбуле, в Бухаресте прошли концерты. Получается же. Вы ответили сами на свой вопрос. Беларусь, где? В Турции? В Турции, в Бухаресте, да. 2 концерта были, очень разрывали. Я вам больше скажу. В Турции, когда садятся рядом за столом русские и украинцы, и под Бухарест, они тоже находят общий язык. Когда это не хватает, когда нет диктата, когда нет пропаганды, когда им на уши не капают каждый день, тогда все нормально. Но куда вы денете этот фактор? Никуда вы его не денете. Разве что уехать и мириться где-то там то в Турции или в Бухаресте. Денис Неведомский пошумел немного с нами. Спасибо вам большое за то, что включились. Да, доброй ночи, друзья. Доброй ночи, Александр. Спасибо большое, друзья. Продолжаем шуметь и двигаемся дальше. Ну вот правда, под Бухарест, не под Бухарест, ну явно Зеленский, скажем так. Ну вот тут, может, не знаю, Бухарест или как-то по-другому называются то, под чем он. Ну вот это же интервью, да, на Sky News. Что это? Что? Ты же лидер мира.
Что это за... Это он рассказывает о том, что нет в России интернета, а в Украине он там вообще в каждом окопе. И они этого не слышали. Поэтому даже на линии фронта у нас это есть. У них нет Москвы, у них ее нет. Они не пользуются соцсетями в центре своей столицы. А мы можем использовать это на поле боя. Никто не мешает нашим солдатам. Они могут делать это во время пауз или когда хотят поговорить со своими детьми и так далее. Да, с детьми могут поговорить во время пауз, пользуются соцсетями. У нас вообще никаких ограничений по соцсетям и везде. Правда, еще при Порошенко убрали там ВКонтакте, Одноклассники, но это ж не считается. А так-то вообще выхода никакого нет. Вообще, конечно, смех Зеленского — это нечто. А тут, собственно, пришли новости сегодня, что, представляете, вот агенты ФСБ чуть за $100 тысяч не убили представителя ГУР Юсова. Нацполиция предупредила: покушение на убийство 38-летнего киевлянина завербовали с россияне. Он изучал маршрут, куда он ездил, график, место проживания. Готовил убийство FPV-дроном, между прочим. И, в общем, пожизненно ему, в общем, как бы светит. Вот так вот киевляне, понимаете? Интернета у них просто нет, поэтому, может, они как-то телеграфом, да, или каким-то голубиной почтой вербовали. Ну, интернет, откуда у них интернет? И дроны летают и становятся все более и более смертоноснее. Вот, пожалуйста, Ильичевск, Одесская область. И полетел обломок, если увидели в конце. Дроны настолько как бы разлетались, что поражают уже совершенно разные объекты на территории Украины. Вот Смілянський пожаловался о том, что хаб почтовий розбили. Друзі, вітаю в Києві. Чудовий післядощовий ранок, але в нас сьогодні він досить важкий. В 4 ранку шахет влучив наш великий хаб в Харкові. Команда з ночі займається цим питанням, обов'язково повідомлено всіх клієнтів, перенаправили автівки. Головне, що всі залишились живі. А сьогодні протягом дня будемо повідомляти щодо того. Все живы, все хорошо. Ну и на протяжении дня сообщили, что там еще был хаб не только Укрпочта, а и Новой почты. Вот так просто бухнули, размотало этот харьковский хаб. Там же рядышком склады Новой почты. Хотя они взрываются, эти как бы хабы, и в том числе и потому, что кто-то кому-то побратиму пересылает взрывчатку по почте. Взрывается. Вот тоже такое бывает, не только из-за дронов. Атакуются поезда, пока там Украина бьет по тепловозам в Крыму, Россия бьет по электровозу в Запорожье. Локомотивная бригада в момент удара находилась в укрытии, тоже никто не пострадал, но тем не менее ущерб, собственно, налицо. На выходных били по Чернобыльской атомной электростанции. Кто бил, откуда, ну, понятное дело, сказали россияне. Зеленский вышел, сказал, россияне ударили. Правда, там как-то по географии смотришь, по компасу, где-то вот как-то, вот, наверное, ну, это же дроны, они умные, они могут менять места, и поэтому точно россияне ударили по Чернобылю. От чего? Спросите, зачем бить по Чернобылю? Тем более там, где там конторские комнаты МАГАТЭ, да, потому что от отчаяния. Отчаяние. Хотя лично у меня вызывают отчаяние вот эти кадры. Казалось бы, свадьба в такое непростое время. Запорожье тоже. Молодой гуляет с молодой. И, в общем-то, сбили дрон. И, в общем, упала и шандарахнула. Запорожью не везет, это вот было на днях, а вот сегодня 2 погибших, 15 раненых. Обновилась информация к нашему эфиру, 24, по-моему, в общем-то, раненых прилетело прям по остановке. Вот остановка, люди, видимо, услышали этот дрон, и, в общем, вот такой мощнейший взрыв от упавшего дрона. От чего упал, спросите? Ну, это ж, наверное, точно россияне ударили по остановке. Ну, а как по-другому? По-другому же не скажешь. Правда, если брать и приближать кадр и пытаться рассмотреть, он летел уже горящий. То есть дрон сбили, и, в общем-то, он от того, что сбили, упал просто людям на голову. Но тут уже никого не удивишь вот этими совпадениями. Ну, Россия же бьет, значит, вот так.
Россия бьет, мы сбиваем, Россия виновата. А то, что это все на голову сыпется, ну, сыпется и сыпется, как говорится. Долетает уже до Молдовы даже. Сегодня ночью взорвался беспилотник, который залетел из Одесской области со стороны населенного пункта Михайловка. Молдавская Минобороны сообщила. Сказали, что это посягательство на суверенитет Молдовы. Громкое заявление достаточно. Обломки взрыва нашли на сельскохозяйственном поле около Лопатны. И, в общем-то, потом навели резкость, немножко присмотрелись, сказали, что дрон имеет украинское происхождение. Сибига отрицает и официально на сайте, на своей страничке министра иностранных дел пишет, что нет, дрон-то российский. Это перепутали, что молдаване. Ну что, молдаване знают, что про дроны. Вообще-то знают, у них там заводики планируют тоже открывать, они тоже тянутся вслед за европейскими товарищами. Поэтому Констанца в Румынии, морские дроны, дроны в Молдове уже становятся новой нормой. Да и Прибалтика тоже. Прибалтика тоже вся в дронах. Французский «Рафаль» с французским пилотом вылетел и над Латвией сбил дрон. Какой не называли долго, но все понимают, что дрон украинский, но быстренько придумали вот эту историю, что рэбом российским, его просто перенаправили в сторону Латвии. Он ничего там, как бы, он летел куда надо, а вот рэбом отправляют. Вообще берут россияне, хватают эти дроны и на Прибалтику зашвыривают. Ну вот таким вот образом все это и, в общем-то, происходит. А на фронте что? Ну а на фронте все как всегда. Оборона, говорит, может сыпаться в Константиновке, поделился украинский военный с позывным «Мучной». Значит, говорит, что его данные свидетельствуют, что российские подразделения отмечаются практически по всему периметру Константиновки, особенно активны на южном, юго-восточном и западном флангах. Ну, короче, везде активны. Военные утверждают, что небольшие группы пытаются просачиваться через жилую застройку и промку, а отдельные россияне закрепляются в подвалах, руинах, заброшенных зданиях. Описывает тактику России как постоянную отправку новых групп после уничтожения предыдущих, и часть из них погибает, отступает, однако некоторые остаются внутри города и создают новые очаги присутствия. В результате линия боев становится более размыта, и российские военные могут появляться в самых неожиданных местах. Военный также обращает внимание, что не хватает пехоты для зачистки районов. По его словам, после вытеснения противника из одного квартала новые группы могут появляться уже в соседнем, а пехоты не хватает, чтобы ходить и проверять, чтобы там никого не было. Ставка же на дроны. Какая пехота? Днепропетровская область, такая же история. Тут недавно сняли бабушку, которую приехали эвакуировать Днепропетровской области. Ну, там, где все хорошо, но эвакуация полным ходом. Страшные вещи рассказывает. Куда я їхати буду? Кому я така нужна? Кому? А діти, онуки кудись? Діти онуки в городі. Теж там таке саме, як і тут. Кличуть вони вас взагалі? Ні, не кличуть. Чого? Зовут? Не зовут. А почему? Ну вот почему не зовут? Тоже ведь интересный ответ. Там міста мало, а там свекруха є, я там не нужна. То есть там свекруха, места мало, Не она там не ховаюся. нужна. Що Бог дасть, те й буде. Мені вже 77-78, так що лежу на кроваті, що Бог дасть, те й буде. Да, лежит на кровати, что Бог даст, то и будет, уже смысл прятаться. Дети забрать не могут, ну, видимо, в маленьком, малометражном жилье живут, в городе Днепропетровской области, там точно такая же история, ну, речь идет о Павлограде, судя по географии. И, в общем-то, ну, а как еще? Вот так вот и доживают старики. Но Украина же побеждает. Украина же вот сейчас навяжет, мир. Сейчас заставит Путина идти на этот мир. Все сейчас говорят об этом. Все говорят о том, что какой перелом на фронте, какое преимущество у України. Наших сил оборони, так, я реально підтверджую теж, і знаючи реальну ситуацію, бо я є членом тимчасової комісії по моніторингу озброєння, сьогодні Україна... Значит, комиссия временная по мониторингу вооружения. Это народный депутат Папиев. Подтверждает, говорит, преимущество у нас чего?
Фактично, ми правильно визначили вектор розвитку військової техніки, особливо безпілотних систем. І у нас сьогодні очікується, ну, навіть скажу, значна перевага перед агресором в цих засобах. Так? Тобто я навіть очікую, що найближчими місяцями вже Росія буде ініціювати завершення війни. То есть задача, чтобы Россия попросила об окончании войны. Россия попросила. Понимаете, вот давай, Путин, иди, проси, а мы уж так и быть на своих условиях, продиктуем тебе, ну и все. Сегодня разошлась картинка, как в Белгороде рвануло не по-детски. Что-то на Садовом сбили, блин. Да, что-то сбили на Ни Садовом. хрена себе. Ужасный там столб дыма со всех окраин города. Сообщают, опять-таки, сразу понесли, что россияне летели, КАП опять сошел, и вот, ну, было уже такое в Белгороде, и вот это куда-то упал, и прям как-то вот на склад боеприпасов. А потом сказали, что там кто-то покурил на складе, да, вот как-то так неосторожно обращался. И, в общем-то, все рвануло вот в таком духе. В общем, не умеют россияне воевать. А Украина умеет. А Украине все хорошо. И преимущество есть. И вообще, как бы, меня поражает Сибига, который написал, говорит, принимайте условия из письма Зеленского. Иначе следующие условия от нас, Украины, и, конечно же, европейских партнеров, будут хуже для вас. Но ровно то же самое, что собственно, говорила российская сторона после, помните, июньского на коллегии Министерства иностранных дел озвученного вот этого вот ультиматума. Правда, каждый уже дальнобойщик понимает, что что-то как-то тут нечисто. Вы что, реально думаете, что завтра будут лучшие условия для того, чтобы разговаривать? Я не уверен. Уже 5-й год пошли, а условий лучше. Где вы видели лучшие условия? Где лучшие условия? После того, как Херсон сотрут, это будут лучшие условия? Или где? Или за 4 года у нас офигенные успехи? Ну, напишите в комментарии. Ну, чего мы достигли, чего мы добились. Ну как чего? Мы, смотрите, кошмарим трассу Таврида, мы вот перерезаем все, дроны летят по НПЗ. Ух, добились. Ты чего тут ездишь, дальнобойщик, обесцениваешь? Еще и в титрах пишешь, напомните, на что Курск поменяли. Сколько людей умерло, почему-то вы не напишите, пожалуйста. И если, не дай бог, Херсон сотрут с лица земли и будет безлюдно, что будет дальше? Открывайте карту, смотрите. Ну так это же не только Херсон касается, а и Запорожского направления, Сумского, Харьковского, Днепропетровского. Всем добра, всем мира, берегите себя. Нам надо выжить в это время. На людей просто хер положили, блин, и все. Всем добра, всем мира. Да, на людей вот именно положили, и все. А люди, им интересно, что будет с их населенным пунктом. Этой бабушке интересно, чтобы война закончилась, потому что она не может поехать там в однокомнатную квартиру, где еще есть там свекруха, и они все вместе как-то выживают, пытаются. Дальнобойщику интересно, что будет с Днепропетровской области и его Херсоном, который сотрут с лица земли. Им интересно не про НПЗ, а про свои. А нам рассказывают про поворотную точку. Даже Кулебі надоело слышать про перелом в війні. Я не дуже не хочу бути душнілою, який сидить і заважає людям радіти. Але, по-перше, в листопаді ми з вами повернемося знову до наративу про те, як нам всім пережити зиму. Да ладно. В ноябре мы вернемся к нарративу «Как пережить зимой»? Помните, вот это «Лето красное пропело, оглянуться не успела»? Так это мы вот эта стрекоза? А что, опять надо к зиме готовиться будет? По-друге, ну, ніде в людській історії не було такого, щоб поворотні точки війни визначалися в моменті, коли щось відбувається. Хіба в Сталінграді після звільнення міста Жуков прийшов до Сталіна і доповів йому про поворотний момент у війні? Чи Майнштейн подзвонив Гітлеру і сказав, товариш Гітлер, вибачте, стався поворотний момент у війні, через 2 роки Берлін паде? Ну це маячня, це все економіка уваги, гонитва людей за тим, щоб знайти сильніший образ, сильніший аргумент, щоб переконати. Всі поворотні моменти визначаються ретроспективно. Більшість воєн отримують свої назви через десятиліття після того, як вони завершилися. Бо Перша світова війна не була Першою світовою війною в очах сучасників. Тому всі фрази про те, що відбувся поворотний момент у війні, Україна там все розвернула в інший бік і тепер добіжить до Кремля, це все маячня. Ну, я розумію, що комусь з глядачів, там, слухачів, це для менталки дуже корисна історія. Тут я згоден. Для менталки полезно. Ну, типа, переломный момент, все, мы наконец-то побеждаем. У нас позитив, у нас успехи, и сразу как-то выдыхаешь, думаешь, ну все, ну сейчас вот, все, сейчас побеждаем, уже дроны наши, все. Это, конечно, для менталки хорошо. Прям великолепно. Якщо людям стає легше жити, то, будь ласка, слухайте, читайте. Але треба зберігати холодний розум. Я за те, щоб ми думали головою. Сьогодні ми дійсно... В том-то и дело, что головой никто не думает, потому что все думают чем? Менталкой.
Но всегда находятся эксперты, которые говорят, что все, вы успокойтесь, то есть там все это накопительный эффект, это не быстро, но это перемога, но не быстро. За різними оцінками, оця ось територія Херсонщина, Запоріжжя. Херсонщина – це група армій Дніпр, Запоріжжя – це група армій Восток. Орієнтовно, приблизно, бо цифри постійно змінюються, вони ж переміщують людей, там перебуває загалом 150-180 тисяч російських військових, які щоденно потребують шалені обсяги палива, паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування, медикаментів, всього боєкомплекту. А українське це ось перерізання, воно дійсно все їм дуже сильно псує. Що ми хочемо з цього всього ворогу побачити? Смотрите, что мы хотим увидеть? Вот это интересно. Понятно, перерезает, очень все портит, кровь, короче, пьет, логистика, это все ясно. Перерезает, отличный эксперт, капитан очевидность, но вот тут же главное, что хотим мы, что мы хотим увидеть? Станом на зараз ми не бачимо, ми не очікуємо швидких результатів, у нас такого не буває. У нас не бывает, говорит, быстрых результатов. Цей ефект повинен бути накопичувальним, кумулятивним. Моя оцінка суб'єктивна, орієнтовно не раніше, ніж там в липні, в кінці липня місяця, можна буде побачити перші результати, можливо, якісь серйозні, саме на там фронтах південних Запоріжжя, Степногірськ, Запоріжжя, Гуляйполе, можливо, Покровськ, внаслідок такого перерізання. То есть в конце июля, вот если все вот так сохранится, как сейчас, то в конце июля увидим результаты. Палива все менше, боєкомплекту менше, і бойові дії повинні там заморозитися. Принаймні так на це сподівається українська влада. Смотрите, то есть, если попытаться здраво посмотреть, боевые действия должны заморозиться. То есть Зеленский нам и отказывает там в условиях анкориджа, в духе, то есть стоим, где стоим. Подожди. Это Осадчук или как-то его, бывший СБУшник, сейчас военные темы комментирует. Подожди, а как же там освободить территории? То есть цель остановить просто, чтобы фронт стоял? Через збільшення кількості дронів, менше вантажів в ці регіони, менше забезпечення війська, менше чим можна бігти, стріляти, воювати, обстрілювати. І воно повинно десь там, як каже Буданов і Зеленський на зустрічі з фракцією, до листопада місяця активну фазу якось притушити. Не йдеться мова про повністю завершення бойових дій, але активну фазу якось суттєво зменшити. Принаймні на це є такий розрахунок. І на додачу треба сказати, що ГУР підключилася до цієї гри, каже, хлопці, почекайте, ми тут так само будемо бомбити. І буквально на днях третій армійський корпус каже, пацани, а ми так само хочемо. Там, де ми стоїмо, Луганська область, ми будемо використовувати наші дрони, щоб різати логістику росіян з Росії через окуповану Луганщину до передової. Тому поки що амбітно виглядає ця гра, і хочу вірити, що вона дійсно буде видатною. Це я правильно зрозумів? За ціль зараз ставить військове керівництво зупинка вогню по лінії фронту, а не повернення територій. Не, про повернення території поки що мова не йдеться. У нас... Нет, конечно. А какое возвращение территорий? То есть вот эти все фейерверки для того, чтобы остановить. Кого остановить? Россиян, которые что? Прут. То есть Путин не врал, когда говорит наступление по всему фронту. Российские войска наступают, вот это все, работайте, братья. Они прут, и вот эта вся вот история с кошмариванием, выносом просто трасс, гражданских машин и всего остального, это для того, чтобы их остановить. А что подбить, вообще речи не идет. Хотя, конечно, все преподносят очень... Сейчас уже, я уже прям вижу, смотрите, спецоперация, будут Крым возвращать. Значит, Firepoint выпустила, Бегемот называется. Бегемот, 300 километров дрон. Дрон, внимание, копия Шахеда, то есть Герани, 300 километров летит, у него 2 заряда, 40 килограмм несет осколочно-фугасный и 35 термобарический. Называется Бегемот этот дрон. Смотрите, с разных ракурсов показали. И вот он летит и разбивает мост в Чангаре. Вот такую дырку сделал, представляете? К концу дня ее, конечно, залатали, эту дырку в мосту. И, в общем, трассу опять, пустили через перекоп, пускали в объезд, потому что мало ли что. Бегемота запустили целого. Ну все, сейчас разрушим Крымский мост, сейчас Буданов войдет, опять помните, вот Буданов в Крым войдет и будет... Не будут освобождать, эксперты говорят.
Это для того, чтобы остановить, просто остановить. Хотя, конечно, все домыслили уже многое. Вот есть такой Ширяев, тот вообще говорит, что Россия и революция, и вот новый выстрел Авроры будет в Севастополе. Крым можно рассмотреть с точки зрения социального кризиса и чего-то похожего на протест. Вот я думаю, что первый протест в России может все-таки возникнуть, массовое недовольство с выходом на улицу именно в Крыму. Почему? Потому что мы сейчас увидели перерезание северной артерии. У Крыма есть две сухопутных артерии, одна морская. Сухопутная – это северная через степи Запорожья, вторая сухопутная нитка – это мост. И есть морская составляющая, перевозка топлива, продуктов, людей морем, паромами или кораблями, танкерами и так далее. Вот давайте рассмотрим на примере Крыма, как это работает. Крыму нужно ежедневно примерно 3-4 тысячи тонн бензина, солярки и так далее. Примерно 2700 тонн потребляет гражданское население, еще сотни тонн потребляют военные, еще туристы, которые с дуру поехали в Крым отдыхать и не могут сейчас выбраться оттуда. И получается, что это примерно 100 бензовозов в день, Татьяна. 100 бензовозов в день. Татьяна, 100 бензовозов в день. Теперь представьте, вы видели картинку, что происходит на трассе из Донецка, которая ведет в Крым, да, из Мариуполя, которая ведет в Крым. Как вы думаете, может проехать там в день 50 бензовозов хотя бы? Нет, вот с учетом того, что теоретически, конечно, может быть, и могут проехать, но кто же им даст? Не могут. Ну, кто же им даст? Да, Ну, как... я о том и говорю, что нет, физически они не проедут. То есть они, может, и хотели бы проехать, но они не... Мне так нравятся эти собеседники, которые так это радуются, ну кто же им даст, и улыбается. А тут говорит, нет, не может. Проедут. Вспоминаем картинку, как люди приветствуют 3 бензовоза, прорвавшихся в Крым, помните? Отличная оговорка по Фрейду. 3 бензовоза, прорвавшихся в Киев. Ну, он, конечно, имел в виду Крым. Да, это видео, где ура кричат 3 бензовозам. То есть их так ждали 3 бензовоза, что ура закричали. Ой, как смешно. Ура, 3 бензовоза, ха-ха-ха. Прорвались через трассу. Это значит, что нужно в 30 раз больше. То есть 30 таких видео с ура, и это каждый день. 100 бензовозов в день. Это невозможно. Дальше, паромная переправа. Дальше. Ну, там по парому вообще сложно. Там же морские дроны, все, там Крымский мост. Отлично. То есть, смотрите. Радуются 3 бензовозам. Вообще там просто нет ничего. По талонам, QR-кодам, никто. Приехали с дуру, сорвали купальный пляжный сезон. Аховая ситуация. Гордон, между прочим, подтверждает. В Крыму бензина нет, километровые очереди... Конечно, не будет. Километровые очереди... Слушай, ну, Гордон, понятно, все знают и обложки, и что он говорит. Но эти собеседники, вот эти собеседницы, меня так они прям... ну, прям так как-то... Смотрите, как зубы сушат. За бензином. Курортный сезон сорван. Ситуация аховая для него. Просто аховая, потому что скоро русские побегут с оккупированных территорий. Побегут прям. Уже на чемоданах. Уже валят. Уже бегут. Потому что танк — это игрушка, если нет солярки. Условно говоря, условный танк. Да. Надо все время, чтобы логистика подтягивалась. Если нет логистики, надо бежать. Чем быстрее. Ой, надо бежать. Ой, как это... Поэтому... что они улыбаются? Мне так интересно, это они улыбаются. Это они что? Это они хотят, типа, ну, Крым, окей, забирают Крым. Опять фантазируем, гипотетически. Взяли, хотя нам эксперт говорил только что, так как вообще никто не будет забирать ничего. Это чтобы остановить, потому что россияне наступают по всей линии фронта. Ну ладно. Вот забирает Украина сейчас Крым. И что тогда? Счастье будет какое-то? Ну вот, судя по высушенным зубам этой собеседницы, да. Ситуация для него хреновейшая. Я не вижу даже ничего хорошего, особенно на фоне заявлений Рубио, где он четко сказал, что Соединенные Штаты поддерживают Украину, и будут продлены санкции, и будут ужесточены санкции. Да, и все будет, и вообще, и все дальше и будет. Мне вообще мне нравится, когда Гордон говорит «будет», он мне напоминает вот все равно, так помните, Кашпировского он катал, пирамидки продавал, больным онкологией пирамидки, которые должны были их вылечить. Очень классно тут в сети шутят, приколы на этих товарищей делают. Еще раз напоминаю, мы работаем вне времени, вне пространства и вне здравого смысла. Первый звоночек уже вибрирует у студии, алло? Здравствуйте, меня треснула пятка. Это кармический разлом, Людмила. У вас идет трещина по судьбе по материнской линии. Вы не на ту дорожку вступили, Галина. Ой, Людмила. Ох, я далеко доступила. Это детская травма, сейчас будем лечить дистанционно. Платон Пентаграммович, еще поактивнее. Я наношу ресурсный пластырь, Людмила, чтобы ваша трещина сгладилась и склеилась с 6 до 5 миллиметров. Готовы, можете идти. Куда идти? Свет. Следующий поток страдания, говорите. Ой, у меня сколиоз
сколиоз и вообще по жизни плохо. Угу, сейчас, секундочку. Сколиоз и вообще по жизни плохо. Я вижу 3 цифры на успех. Да, они у вас прописаны в роду. Какие? Родовая карта идет. Ой, мама. Чтобы выпрямить ваш сколиоз, нам нужно активировать ваш родовой код. Какой код? CVC-код семейной карточки. Катерин. Только с ним мы сможем вам помочь, Наташенька. Я боюсь. Катерин, вселенная нерешительных не любит. Мы напоминаем, мы лечим все от трещин пяток до трещин в отношениях. А также перекос бедра на растущую луну и пропажу носка в семейной терапии и многое другое. Конечно, а он всех лечит. Гордон лечит, вот как вот эти. Ну, понятно, что это пародия, шутка, юмора, немножко так расслабиться. Но вообще, конечно, всем очень весело в Крыму. В социальных сетях, ну, такие прям, ну, такой юмор прям. Украинцы прям ликуют. Не только ведущие зубы сушат. Вот мужик, например, говорит, будет бензин в Криму за гривні. Гарні новини для кримчан. Паливо у вас з'явиться, але десь у вересні та буде продаватися за гривні. В сентябре за гривни будете покупать, крымчане. Вот такие хорошие новости. А вообще, конечно, как они сходят с ума, это просто что-то неописуемое. Вроде ж, ну, все, ну, как современные взрослые люди, отдающие себе отчет. Но как много их таких, которые на эмоциональном уровне уже перепрошиты на... Знаете, вот это сейчас модная была тема эмоциональный интеллект. Все, нет его, забили баки. Возможно, меня посмотрят крымчане, возможно, меня посмотрят очень сочувствующие люди, но мне пиздец, как весело. Я не знаю почему, я знаю, что Крым это оккупированная украинская территория, что там тоже как бы есть люди, там, которые, возможно, и хотят к Украине, не хотят, но я знаю, что там много россиян уже наехало за время, да, вот этой оккупации. Но мне так весело, я только что увидела посты там под такую музыку, знаете, и там в Севастополе нет бензина, и тупо дороги пустые, блядь, и мне так весело в душе, просто пиздец. Хотя я понимаю, там люди, все там... Это все понятно, но мне просто весело. Я никак не могу убрать из себя это чувство. Я вот именно в этом моменте, я не могу, когда страдают россияне, у меня, ну я не знаю, ну я больная, да, наверное, я больная. Ну, слава богу. Тебе вот к этим предыдущим экстрасенсам. Какой кошмар. Это просто лучше, блядь, я не знаю. Возможно, через 20 лет кто-то посмотрит это видео и скажет, блядь, ну ебанутая. Возможно, я сама скажу, что я была ебанутая. Но в данный момент мне пиздец весело. Делайте больше этих видео, радуйте нас всех. Мне очень приятно это наблюдать. Возможно, приятно по всей причине нам знакомой, блядь. Ну а что вы хотели, блядь? Нормально? Нормально. Радость, радости полные штаны. Радости просто необыкновенно много. Но это понятное дело, это не дорога на Павлоград, это не удары там по заправкам, по которым сейчас бьют россияне. Они будут делать больше видео, но больше видео будет получаться и вот таких вот, конкретно сгоревшие фуры, конкретные фуры, точно так же, как и на трассе Таврида, вот по этим маршрутам. Сумы, пожалуйста, Харьков. Вот туда на Донбасс, на Павлоград. Вот здесь дальше, Днепропетровская область. Этого становится больше и будет больше. И будет дальше больше. Вот так будем делать? Или что? Или все говорят, военные. Должны что-то решить военные. А они не могут ничего решить с этим государством точно так же. Выходят вон вообще на одиночные пикеты. Это военнослужащий. Москалюк. Значит, что Москалюк? Он заковал себя в цепи и устроил одиночный пикет на Майдане Независимости. Требует четких сроков службы в ВСУ с возможностью демобилизации. И говорит, что сегодняшняя система – это тупо рабство. Большинство из нас, кто с первых дней войны находится в рядах ВСУ, уже морально вымотаны, физически искалечены. Мы имеем право на то, чтобы избранные нами руководители за столько времени нашли бы хотя бы частичные варианты возвращения домой, в семью. Заявляет, что власть пытается переложить вину за то, что они на передовой, на ухилянтов, то есть на мужчин, которые служить не хотят. Так как пишет, не перекладывайте вину на общество, которое не хочет идти в ряды ВСУ. Это исключительно ваша вина. Провал мобилизации, постоянная гонка за рейтингами. Вы демотивировали народ, и сейчас большинство граждан чувствует себя между двумя жерновами тоталитарных режимов. Представляете, до чего договорился военный?
тоталитарные режимы увидел. Друзі, я тут стою, не знаю, чого я досягну, але хоч приверну увагу. Терміни служби. Нехай наша Верховна Рада трошки квапиться і розглядає варіанти. Я з вами, ми з нами. Да, я с вами, мы с нами, но Верховная Рада не торопится. Они, помните, вот назначили военного омбудсмена. Ну вот выходит это военный омбудсмен Решетилова и говорит: слушайте, так у нас вообще, в смысле демобилизация, людей не хватает на передовой. Ну как бы на бумаге они есть, а так нет. Питання тільки в тому, що до командирів бувають питання, оскільки бували прецеденти, коли по паперах військовослужбовець нібито перебував на передньому краї, а насправді він сидів десь там в тиловому місці. І коли відбувається аудит, ці всі дані стають зрозумілими, особливо коли відбувається аудит силами противника насправді, тому що дуже неодноразово бували випадки, коли через такий обман ми провалювали цілі напрями. Через те, що по паперах всі бачили, що ніби там на передньому краї знаходиться велика кількість військовослужбовців, а по факту там не було нікого, вони всі отримали бойові, а по факту не виконували ці задачі. Так вот в чем фишка. Они все боевые получали, денежку получали. А на передовой есть вообще кто? Нет, есть, конечно. Шокирующее просто видео. Шокирующее Сумского направления. Вот, пожалуйста. Значит, это располага. То есть, ранение у человека. Приходит медик и оказывает ему помощь. Смотрите, какая очень интересная картина. То есть медик оказывает помощь, лежит, тошнит, задыхается, понятно, потерял много крови, там его как-то подлатали, что-то где-то. А тут какой-то военный телефон держит. Что за телефон? Ну, в общем, там они много матерятся, много нехороших слов говорят. Понятное дело, ситуация аховая. И делают ему прям там переливание крови. Ну, то есть спасают человека. А в телефоне у этого человека, ну, то есть его командир. Смотрите, по видеосвязи командир. Вот этот, пальцем на него тыкнули. А все говорят: да нет, это ИПСО, командиры, все, они же с ребятами. Нет, он по видеосвязи. И говорит: вы там хирурги такие-сякие, давайте его там эвакуируйте. Они не могут эвакуировать. Ну хорошо, это ситуация такая, там, да, спасают человека, спасают. А где командир? Да бог знает где командир. Вот так и воюются. Вот эти командиры, которые завышают количество, получают боевые, делят их потом. А командиры бог знает где. Вот вам, пожалуйста, типичная ситуация. А если в прифронтовой город, так это вообще какая-то странная вообще история о том, что солдаты, ну вот, например, в Славянске записывают ролики, чтобы им помогли квартиру снять за деньги. Слов'янськ, треба ваша допомога. Мені потрібно житло. Ось таке житло в нас є. Ну, ви розумієте, що Нормальное, хорошее жилье, смотрите, все условия, комфортно. в таке житло ти після позиції, коли ти довго не мився, в таку ванну залазити, купатися і... Да, можна прибрати, можна навести порядок. Але невже військові не заслуговують кращих умов? Тим паче ми робимо одну справу – захищаємо нашу неньку Україну. Тому я вас дуже прошу, допоможіть мені знайти житло. Квартиру або будинок. Я буду вам дуже вдячний. Робіть репости, діліться з близькими. Можливо, у когось є тут будинок або квартира, не за всі гроші світу. Я буду вам дуже вдячний. Не хотят сдавать ничего. Не хотят ничего сдавать в прифронтовых городах военным, потому что знают, что вычислят, разобьют, ни квартиры, ни военных, ничего не будет. Вот и все. Не хотят там. Ну вот как так получается, что вот люди, которые находятся ближе к войне, видят ее по одному, а те, которые вообще с другого конца планеты, по-другому. Вот показали военного ВСУ. Позывной Киви у него. Знаете, откуда приехал? Из Новой Зеландии. Молодой, зеленый. А от приїхав боротися со злом. Мене звуть Ківі, я з Нової Зеландії, мені 21 рік. Вирішив приїхати в Україну, коли мені було 20, щоб воювати разом зі Збройними силами України і 23-ю механізованою бригадою. Нова Зеландія ж так далеко, і там же мирно, правда? І так, вона далеко, але я не думаю, що моральні принципи повинні мати межі чи кордони. Україна веде не лише війну за своє існування, це також боротьба добра проти абсолютного зла. Ми воюємо за міжнародне право та за правила. І я воюю зараз у 21 рік, щоб коли моїм дітям і онукам буде 21, їм не довелося воювати. Тож ми боремося також за майбутній мир. Новая Зеландия.
подмандатная британская территория. А с кем вы собрались воевать, новозеландцы? Я воюю, говорит новозеландец, чтобы моим внукам не пришлось воевать. С кем? С Россией? Так вы всей британской короной решили навалиться? То каких-то из бывших колоний отправляете, то ну, там, мигрантов трудовых, то вот этих вояк, вот этих 20-летних, у которых маргарин в голове. Ну, то есть, нормально все. То есть, вот этот, смотрите, какой хороший, киви. Не гиви, а киви. У него птичка даже, вот это мягкая. Вот это, смотрите, как он, за свет, воин света из Новой Зеландии. А украинцы что? Душераздирающее видео с похорон военного. Душераздирающее просто. Хоронят в закрытом гробу с портретом. И поднесли как бы не с... Ну, не с папой, а как бы с портретом ребенка, там, 2-3 лет. Годика, может. Год, 2, 3. Попрощаться. Алло! Алло, папа! Все в шоке стоят, понятно, траур, все это. Алло! И она вот так вот руку, эту, ну, ребеночек, вот этот вот эту вот ручку, вот это алло. Она знает папу по алло. Понимаете? По алло. Алло, папа, алло. А папа не алло. Потому что Зеленский потушничает. А она вырастет, она забудет эти похороны, она забудет вот это все. Останется только, ну, вот, кто папа? А папа вот, все. Понимаете? Но мы тут собираем тут этих всех киви всяких непонятных по миру за свет. Какой здесь свет в этом прощании с отцом, которого ты не вспомнишь только по фотографии? И то вот этой, которая на гробе. То есть ты даже... Она его даже не увидела. Это дитинка. Алло. Алло, Зеленский, алло. Это жуть какая-то. Они говорят, давайте из Европы высылать. Давайте из Европы высылать. И вот эта вся... понаехавшая вот эта вот вся, вот типа вот этих комментаторов, да, которые там в украинском, ну типа русские, но они как бы против Путина за Украину, вот это вот, выслуживающихся, они вот это комментируют. Вот Латынина пишет о том, что хороший был бы ход, если бы вот этих людей, если вдруг начнут отправлять из Европы, чтобы их принял Путин с гарантией от Путина, что их не заберут на войну. Путину такие гарантии дать вот как 2 пальца. Да, там будут не... А почему они приехали, а тут не воюют? А вот затем и приехали. Он может это устроить. И это был бы сильный ход. Так вот, включается, я не знаю, он же бывший российский журналист, сейчас-то украинский, на каналах Порошенко долго работал. Гонопольский, и говорит, скурвилась. Юлия Латынина совсем скурвилась. Совсем. Вот совсем и окончательно. Вот что она написала. Сейчас, когда благодаря шансам ЕС начались серьезные разговоры об отказе в адрес украинских мужчин призывного возраста, в России есть уникальная возможность. Россия может предложить этим мужчинам, гласно или негласно, переехать в Россию с гарантией, что их не призовут. Иначе, как по контракту за большие деньги. Это буквально может решить судьбу войны. Блядь. Ну, такая. Ну, так. Вот вам экспертный комментарий. Коротко и понятно. Может, говорит, решить судьбу войны. Нет. Судьбу войны будет решать вот это вот алло, бедный ребенок, который своего отца даже не вспомнит вживую, который даже на руках не поносил отец по-нормальному. Алло. И психи всякие. Вот, пожалуйста. Псих больного принимали. Смотрите. Псих больной. Хватит! Вот такая вот история. Хватит! Да. Значит, они тут всем миром отбивались, вызвали скорую. Через скорую. Человек псих. У него справка есть. У него страшные симптомы.
То есть, ну, он... Будут меня снимать с кровати. Помогите мне, пожалуйста, кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне. ТЦК неделю держали, тут 5 дней держу, сейчас еще куда-то отвезу. То есть, ну и тут песня Кузьмы Скрябина, по-моему, нас кинули. То есть они этого психа, а он, правда, ну, это не оскорбление, у него справка. Они еще, он там чудил, а они с него еще там, ну, издевались над ним, еще там подтрунивали над ним. Вот жена розказує. Інформація щодо чоловіка, якого незаконно утримують вже більше тижня без підстав в ТЦК та СП міста Воловець, Закарпаття. То есть она звонит, смотрите, она звонила на горячую линию. Вот звонит она Лубенцу, который встречается с новой омбудсменкой российской, а там на фоне я показывал, а потом все понесли эти паблики, помните, обнимаются все, братаются, целуются с украинским каким-то лысым мужиком, лицо которого заблюрили. У нього є всі документи, повністю він виключений з військового обліку. Як я можу до вас звертатись? Анастасія, я його офіційна дружина. З вашого питання необхідно звертатись до Міністерства оборони України. Я вже зверталася, мені надали номер заявки, але відповіді досі немає. Над ним знущаються, його катують, до нього здійснюють фізичне та психологічне насилля. Приїжджають виклики швидкої на гострий психоз, тому що у нього стаються рецидиви. Панічні атаки співробітники ТЦК прямо під камерами записують собі на телефони без його дозволу та згоди, глузують з нього, знущаються просто. То есть у него паничка, ну, псих, ну, то есть, да, они записывают на телефон, снимают, как он чудит, издеваются. Ну, приезжает скорая, у него, ну, то есть, вот, ТЦК. Досі ситуація не вирішена. Зроблено всі офіційні запити, звернення слідчо-оперативної групи, 102, ДБР, ВСП, все, що взагалі в Лубенець, це капець. Україні існує. Зроблено все офіційно, але досі відповіді нуль. Що мені робити? А? Це з 25 числа. Починається 26 зранку я подала. Травня. Майя. Термін розгляду ваших звернень ще не сплив. Звернення розглядається місячний термін відповідно статті 20 Закону України про звернення громадян. Месячный срок. Месяц. Месяц рассмотрим твое обращение. Жена больного. До уповноваженого звернення подається письмово відповідно частини 2 статті 17 Закону України про уповноваженого. Ну да, она, в принципе, эти слова и говорит, что горячая линия говорит, письменно. Приходи, напиши, месяц подожди. Верховної Ради України з прав людини. За вашим власним підписом з долученням документів, які підтверджують порушення права. Ну, є мій особистий підпис, є всі документи долучення. Але що робити от зараз, коли така гостра ситуація, а поліція не реагує? Швидка не реагує, як взагалі діяти, як допомогти чоловіку, тому що його стан погіршується з кожною годиною, тобто все гірше і гірше йому стає, у нього є суїцидальні думки та суїцидальні схильності, офіційно теж зареєстровані, раніше психіатрами. Як бути взагалі? Направляйте письмове звернення на ім'я уповноваженого зазначенням цієї інформації. Лубенец. Это капец. Лубенец. Ну и где эти? Письменное обращение. А он жив будет, пока ты рассмотришь. Лубенец, полиция, права человека, говорите? Зато вот военные нам показывают пропагандистские ролики, как они жалеют бідних і нещасних ТЦКшників. Як ти ставишся до ТЦК? Шкода їх, вони роблять важливу, потрібну роботу. Я би не хотів бути на їх місці. Честь їм. Дякую, що привозите нам поповнення. Чи хотів ти піти в СЗЧ? Ні. Чому? Я воїн, а не злочинець. Що тобі подобається в 63-й бригаді? Поточні зміни. Мені подобається, як це все йде. Мені подобається, що ми стоїмо плотно. Мені подобається, що ми результативні. Як ти змінився за час служби? Та трошки більше дахом поїхав, ніж був зазвичай. Що найперше ти зробиш, коли закінчиться війна? Поїду в Африку на машині і видерусь на Кіліманджаро. Скільки грошей має заробляти військовий? Я думаю, що 1200 буде достатньо. 200 тысяч достаточно. А я вот после поеду на Килиманджаро в Африку после войны. А у меня уже крыша поехала. Вот у кого крыша поехала, его забрать не могут. И он может Богу душу отдать в любой момент, потому что, ну, клинит человека, он не виноват. Это болезнь. А им жалко. Хорошо, что они привозят нам пополнение. Депутаты тоже вообще такое ощущение. И что распыляют над ними, мне кажется. Вот депутат Горбенко из Луганской области, мажоритарщик от слух, выбрали его. Говорит,
Каждый военный может себя попробовать в роли ТЦК, почему нет? Дійсно, робити також і ротацію, про яку всі військові говорять, але ніхто цього не робить. Тому кожен військовий може попробувати себе в ролі військового територіального центру комплектації. І, в принципі, на своєму прикладі, а ті, хто має бойовий досвід, точно можуть розповісти і більше дати. Чего дать? Кому больше дать? По почкам ухилянтам больше дать? Свого досвіду для призовників, для того, щоб вони були підготовлені і розуміли, куди їм, в принципі, на яку спеціальність піти. Опытом делят. Вот пускай опытом делятся. Понимаете? Опытом делятся. ТЦКшники это ж место, где... ТЦК это место, где делятся опытом. Опытом. Ты понимаешь, что такое система, ты вот это все видишь, да, вот. Сегодня вообще, конечно, уникальный случай. Разлетелось на днях в Одесском СИЗО. Что делают с ТЦКшником? Порт, ТЦКшница. Сюда принеси, ко мне. Рядом. Положила. Покажись, блядь. Молодец, хорошая собака сюда. Съебалась туда, на место. На место! Молодец, пес, сука. Покажи ебало свой. Красавчик. Ну, там схватился сразу за бок. Ну, понятно, что издеваются. Понятно, что какое отношение. Какое на улице, такое и в местах не столь отдаленных. Понятно, что это днище. Это нарушение всего на свете. Но какая-то странная реакция. Очень странная реакция. Значит, ну, во-первых, официально объявили. Государственная исправительная, ну, пенитенциарная, короче, служба говорит, что да, действительно, ситуация есть, такая служебная проверка по факту, возможно, прав человека. В общем, несмотря на то, что экспертного вывода по поводу достоверности видео этого нет, руководство СИЗО отсторонили уже от исполнения служебных обязанностей на время проверки. Кроме того, в Одесское СИЗО направили бригаду руководящего состава департамента, в общем, службы для проверки возможного нарушения права человека, объективного, в общем-то, расследования всех событий, сообща с коллегами с других правоохранительных органов. Проверят, всех проверят. Переполошились все. Потому что это, по всей видимости, правда. ГБР открыло дело в связи с этой историей. Издевались над работником ТЦК в СИЗО. Работники ДБР, Госбюро расследований, начали досудебное расследование в Одесском изоляторе на основе видео, которое опубликовали в сети. Проверяют достоверность, устанавливают всех участников событий, свидетелей возможного инцидента. По этому факту открыто производство, часть 2, 365 статья УК Украины, это превышение власти или служебных полномочий. Одновременно лицо, которое по информации ГБР могла быть потерпевшим, то есть этой ТЦКшной собакой, она, в общем, в СИЗО находится по подозрению, что она делала точно так же. Точно так же она делала, эта собака ТЦКшная, по отношению к мобилизуемым. Поэтому, так сказать, баш на баш воровали людей. И вот получается, что... То есть она подозревается, это... не знаю, как даже назвать правильно, культурно. Это мразь, понимаете? Этот человек, он подозревается в том, что он делал точно так же в ТЦК. А сейчас он столкнулся с тем, что его в этом СИЗО, Одесском СИЗО, в общем, там, я не знаю, как там еще там, и, скажем так, чего его там лишали, что к чему, но отлупили, дай Боже, и поломали волю, и заставили зубами тапки носить. Вот вам и отношения. А потом говорят, это ж российское ИПСО. Это все фейк. Не верьте. Никому не верьте. Все, значит, открыли производство. Правдивое видео, неправдивое, непонятно.
Но, в общем-то, пожалуйста, да, он там ТЦКшник подозревается в том, что он точно так же делал. У людей просто потерялись любые ориентиры. А когда теряются ориентиры, воспитывают в тюрьме, в СИЗО, бандиты. Бандиты — это те же люди, это тот же народ. Народ выходит с вилами воспитывать. А есть уже кого воспитывать. И ментов тоже. Сегодня, кстати, очень интересно. Там чин один полицейский говорит, нельзя мобилизовывать полицейских, иначе криминогенная ситуация будет. Не мобилизуйте. Так, а эти менты тоже борзеют. Город Київ, столиця. Будинок 5А, ЖК Світлопарк. Я не можу зрозуміти, відколи це працівники поліції почали займатися такою херньою, це поняли? Тобто людина йому робить ремонт, а в кінці все, до побачення. Ні, ми вас дамо, ми вас завеземо. Ви що, охерели, блядь, чи що? Там вообще, блядь, повні вуха, чи що, вас що, не треба брати за яйця вже, чи що? Люди, ну це вже, глибоко говоря, мого товариша розвели, блядь. Він їм зробив, блядь, малярку, плитку, а в кінці він каже, блядь, все, добре, давай до побачення, блядь. То есть малярку сделал, плитку положил. А менты ему говорят, все, до свидания. Тут говорит, в смысле до свидания? Деньги давай. А мы тебя ТЦКшникам сдадим. 73-я квартира, нахуй. Чоловік і жінка, нахуй, купили тут, хуй його зна, за які кошти вони купили тут на ЖК, блядь, квартиру, блядь. Тепер пользуються оцією маніпуляцією, розумієте, що, типа, ви, блядь, там в розшуку, хуйошуку, блядь. Людина зробила ремонт, блядь, нахуй, вони тепер проїбалися, блядь. Гандони, так, зверніться і заплатіть людині гроші, блядь. Будемо розбиратися, якщо не заплатите, будемо розбиратися якось по-іншому, нахуй. Я не шуткую, нахуй. Якісь палички, тички, нахуй, знайдемо, нахуй. Ви не думайте, що ви такі геть бугаї, блядь. Щось знайдемо, нахуй, 100%. 73-я квартира, да? Друже, будь добре, просто розрахуйся з людиною та й все. Якщо ти працівник поліції, то це не значить, що ти такий бугай і можеш робити ремонт чужими руками. Або ти ішак. Мені кажеться, ти просто ішак. Ишак. А ему все равно, что тебе кажется. А что ты ему сделаешь? Каким образом ты его накажешь? Противозаконным? Полицейского? Просто попутали все. Берега все попутали. У всех прям крышу рвет. Вот, пожалуйста, в прошлом году подъехала статистика. Были отчислены 30 тысяч студентов старше 25 лет. В Украине продолжаются массовые проверки учащихся, имеющих право на отсрочку, рассказал глава Государственной службы качества образования. Вы знаете, что есть, оказывается, Государственная служба качества образования? И там есть начальник, Гурак. До полномасштабного вторжения в системе образования в целом всех уровней, это профессионального, высшего, аспирантуры, докторантуры, обучались в среднем плюс-минус 30 тысяч студентов мужского пола старше 25 лет. По состоянию на 1 мая этого года в системе обучаются 230 тысяч таких студентов. 230. Нормально. Можно, то что не учатся. Пошли вон, на фронт. 230. Это сколько? Это классное пополнение. Слушай, не хочешь учиться? Ну там не хочешь воевать, пошел учиться. Не хочешь воевать? Слушайте, ну давайте гражданство оставляйте. Тут на выходных сообщили о том, что, помните такого Тягнебока? Тягнебока такого, там вот Свобода. Все фигурировало, что его кормил Янукович, чтобы типа пугали таких там пещерным национализмом. Ну вот эти технологии все. Но он же вояка на фронт. Дрон прилетел к нему в машину, и он ранен. Что с ним? Вроде как живой, но очень раненый. Но до ранения успел дать интервью и тоже поделиться мнением по этому поводу. Якщо ти не хочеш захищати своєї країни, якщо ти не хочеш захищати своєї домівки, не хочеш захищати своїх рідних, ну ти можеш просто-напросто відмовитися і не бути громадянином тієї держави. Можно прям отказаться? А где? А как отказаться? А где? Да если можно, то очередь выстроится. Це ж зрозуміло, але проклинати державу, звинувачувати державу, розказувати то навіть не розказувати, а якби поширювати Москвою нав'язані оті всі стереотипи, типу, я не народився для того, щоб захищати цю країну. А, так это Москвой навязано. Я не родился защищать эту страну, это Москва навязала. А вы что думали? Ха, Москва!
або так жінки деякі часом собі дозволяли то говорити, що там, типу, И женщин тоже Москва науськала. що ми дітей родили не для того, щоб захистити країну. Та звичайно, що не для того родили дітей. Але коли настав критичний момент, ну то всі разом ми повинні готуватися і всі як один захиститися. Тим більше, ну а який інший вихід? А какой другого выхода нет? Риторический вопрос в конце. А какой выход? Нет, конечно, другого выхода. Договариваться? Ну как? Смотри, письмо же Зеленский написал. И Трамп, и... Не получается. По-другому же нет выхода. Поэтому все для фронта, все для победы. Вот это тягнебок, вот и Порошенко точно так же. Так, друзі, зараз у нас рекламна пауза. Морозов Рошен об'єктивно і справедливо піддається критики, що не завжди вона є в магазинах. Мороженого Рошен нет. Лето, а мороженого Рошен нет. А где мороженое подевалось? Порох, где твое мороженое? Почему не могу купить мороженое Рошен? Все на фронт отдают. В магазинах його немає, тому що ми віддаємо левову частину виробництва, пригощаємо наших воїнів. Прошу, і скажете мені, як вам подобається. Так, у вас є? У вас є? Друзі, дуже дякую. Ну так вот, все на фронт, все для победы. Вот это вот я понимаю. Сегодня зафиксированы рекордные пробки на погранпереходе. Это вот пешеходный пункт пропуска, толпа, очереди сумасшедшие. Это вот из машин очередь. Вот пока в Крыму очереди на заправке, Через в машин, Украине да, очереди на Воевать. выезд. Ну, понятно, отпуска, понятно, все нормально. Вообще никто не связывает это с тем, что сорвал все на свете, собственно, Зеленский. Нет, никто ничего не боится. Все просто, ну, лето, надо же в отпуска поехать. Все вот уезжают. Но поляки, даже Зеленский летел в Лондон, сообщают, не через Польшу, не через Жешев, а через Кишинев. Ну, потому что очередь, наверное, не протолкнуться. Нет, потому что УПА, героев УПА подразделения, ну, потихоньку так, они сейчас публично об этом не сильно распространяются, но поляки распространяются. Им удается их переломить, будут названы каким-то хитрым образом вот эти новые имена. Поляки берут свое, ну и чтоб мало ли чего не произошло неожиданного, лучше лететь с Кишинева, а не с территории Польши. Пока люди уезжают, Свириденко, премьер-министр, говорит, надо возвращать. 4,5 миллиона надо вернуть українців, тому що все стоїть, економіки нет. Міністерство економіки порахувало, що для того, щоб економіка зростала більше тими темпами, ніж зростає сьогодні, треба додатково 4,5 мільйони робочої сили на Рабочие силы, смотрите, рабочие силы надо, 4,5 миллиона. Може, це може бути за рахунок того, щоб більш активно долучати людей пенсійного віку. Може бути за рахунок того, щоб збільшувати можливість працювати за учнівськими договорами. Або, як ви кажете, і що цілком природно, очевидно, повертати українців, які перебувають за кордоном. Я впевнена, і ви зі мною, думаю, що розділите цю думку, що силу міць нікого не повернемо. І очевидно, що після закінчення активної фази війни буде перша хвиля тих, хто хоче повертатися. Наша задача разом з вами – це перше, не втрачати зв'язок, не сегрегувати суспільство і не казати, що ми різні, ті, хто перебував в Україні, ті, хто перебував за кордоном. І третій аспект – це, звичайно, створювати і показувати про всі можливості, програми підтримки, які є сьогодні. Короче, надо рассказывать, показывать, как хорошо возвращаться в Украину. Надо работать, рабочие руки нужны. Говорит, пенсионеры, тоже интересно, говорит, пенсионеры, чтобы они оставались после пенсии, как бы работать. Вот рассказала девушка историю своей мамы, и мама рассказала о том, как она пенсионер на железной дороге осталась и поработала на пенсії. Мама сходила в пенсійний, їй перерахували пенсію за кожен рік, який вона переробила, їй додали 25 гривень 24 копійки. Це просто жах. Я навіть забрала паспорт і сказала до побачення, я навіть не дослухала. Представте, 10 років переробила, тобі 250 гривень до пенсії додали. Ну це за стаж вони дають. Там, якщо по зарплатні, вони трошки, там не набагато більше, там якісь 100 гривень. Ви розумієте, яка наша держава, як вона цінує тих, хто ще працює.
А Вона мама, так- як почалася війна, всі повиїжджали, вона тут сама сиділа. Ну, не сама, я там, ну ми втрьох там сиділи, ну все одно. Вся Укрзалізниця на ній тут апостолська держалася. Ну ви вже там не кажіть такого, бо мене захейтять. Ну я взагалі, да? Ну от людина, це я сидю там, да, інженер, я сидю там більш-менш там в теплі, можна сказати. А якщо людина десь працює важко, так? І їй заплатять за те, що вона під наднормативний стаж роботи 25 гривень, 24 чи 44 копійки. Я навіть не дослухала. Це просто був жах для мене. Да, вот так. А рабочих рук не хватает. 25 гривен в год. Ну, год переработки 25 гривен к пенсии. Причем самое интересное, что, ну, как бы, украинцы уже настолько обурели, что даже в проукраинских пабликах называют себя рагулями. Вот, пожалуйста, Униан публикует. Ни дня без скандала с рагулями. На Киевщине и Львовщине инстасамки, инстасамцы вытаптывают поля с маками. Это их материал, прям публикация. Они называют украинцев рагулями на Киевщине и Львовщине. Сезон цветения маков. Ну, короче, маки — это, ну, скажем так, это побочка. Ну, то есть, как сорняк растет. Красиво, ну, собственно, безумно красиво, но все побежали в них фотографироваться, видите? Машинами прям заезжают, сами идут, в общем. Ну, то есть, очень много народу побежали фотографироваться в маке, а параллельно как бы вытаптывают аграриям, ну, вот, собственно, их культуры. И вот так вот СМИ, прям свой же народ, говорят, рагули, вам плевать, значит. И вот эти фермеры вынуждены как-то охранять, огораживать, ходить там, дежурить, прогонять от этих ну, желающих фотографироваться на маках. Понимаете? Рагули. Ну, то есть проблема такая. А куда? Значит, в том году такой проблемы не было, а в этом есть? Да потому что все стали беднее и злее. Некому работать. Валят все, плюют на эту страну. Все говорят, а есть ли какой-то шанс вообще у Украины? Есть ли какой-то шанс? Ну, шансов, походу, нет. И действительно, пример Украины заразителен. Пашинян побеждает на выборах. И вот там оппозиционные российские издания пишут, что российским госсми велели называть проигрышем его победу. Администрация президента России предписала лояльным и государственным СМИ подавать результаты парламентских выборов в Армении как проигрыш. Значит, рассказал «Медузе» сотрудник одного из крупных прокремлевских медиа, и по его словам редакция предлагается акцентировать внимание на том, что отметка 50% голосов так и не была преодолена. Хотя все прекрасно понимают, там у них по законодательству, что там добавляется от тех партий. Ну, то есть, смотрите, какие они. Они такие вот, эти россияне, такие беспомощные. Тут даже хранитель анализов Зеленского вылез. В Киеве за мной вы видите церковь Андрея Первозванного, имя которого я с гордостью ношу. Это наш украинский покровитель и хранитель. А у армян первого христианского государства на земле свой. Григорий Просветитель. Пусть он просветит, вдохновит, укрепит и наставит армянский народ. Оставаться ли под обломками гибнущей Российской империи или пойти своим путем? Так Российской империи больше нет. В смысле? Советская власть как бы закончила историю Российской империи. Она до сих пор гибнет. И армяне не могут идти своим путем? Во дела. Скажу словами Наполеона. Достаточно одного мерзавца, чтобы развалить государство. Добавлю от себя, чтобы развалить империю. Комок, грядеши, Россия, куда идешь? Что там дальше? Степь? А потом что, Орда? А армянам привет. Степь, Орда. Степь, Орда. То есть, ну, можно продолжать, там, деревянные туалеты, вообще дикие болота. Ничего нет, там куда ты идешь, Россия. Все-таки правы были на Униан, наверное. Анализы б лучше показал. Анализы. Вот, пожалуйста, значит,
выходит, Кулеба, да, Кулеба, еще один такой, мы его сегодня показывали, и говорит, Лукашенко готовится к войне. Дії Лукашенка сьогодні відрізняються від того, що ми бачили, починаючи з 22-го року. Я не кажу, що завтра буде наступ. Я кажу, що я бачу, що це інше. Відбувається комплекс речей, який дозволяє сказати, що Лукашенко готується до війни. Да, значит, не наступление, но Лукашенко готовится к войне. Как Лукашенко готовится к войне? Ну, то есть, давайте посмотрим. Феерический, куча видео оттуда, куча, праздник просто. В Гродно фестиваль «Шествие народов». Из Афганистана, мы живем здесь в Беларуси. Фестиваль вообще-то самый лучший праздник для тех, кто проживает в Республике Беларусь. Мы из Армении, живем в Беларуси, из Минска приехали, нам очень нравится тут. Если бы не нравилось, наверное, не проживали бы. Очень любим Беларусь. Это мой третий или четвертый фестиваль, в котором я участвую. Обожаю. Самое любимое, наверное, очень всегда ждем. То есть Армения, пожалуйста, смотрите, праздники, все народы, все флаги, все костюмы, вся еда. Нам очень нравится. Очень гостеприимно, очень масштабно, очень красочно. Незабываемые эмоции. Вот очень интересно. Все веселые, энергичные. Мне нравится. Башкиры, смотрите. Ну, это явно как бы к войне готовятся. Ну, а явно, а как еще по-другому? А вот украинцы. И все подпевают. Все остальные, видите, национальности. Вот Маруся, раз, два, три, Калина. Тут, понимаете, то есть все, вот украинцы. А в Украине какие мероприятия проводят? Львов на выходных, ЛГБТ-мітинг. Як не нам знати про потребу союзниць, які підтримають. Смотрите, на рушник становятся. Вот где украинская традиция. То есть пара ЛГБТ становится на рушник. Ой, смотрите, какая милота, как замечательно. Им там за забором под кордоном полиции кричат: нет, мы против, мы за традиционные ценности. Безумовно, хочу позначатися над однією з християнських традицій, це традиції сім'ї. Кожну свою акцію вони проводять глумлячись саме над нашими християнськими цінностями. Це є сім'я. Христианские ценности, да, семья, все. Но это Лукашенко хочет войны. А смотрите, а Львов не хочет. Львов свободный, мирный город, а Лукашенко вот хочет. Вот что Лукашенко говорил о языке. Замечаю, опять пошла эта языковая волна. Но я же вас просил, не поднимайте этот вопрос вообще. Он закрыт в Беларуси. У нас два государственных языка. Два. Русский и белорусский. Два государственных языка. Все спрашивают, а почему? Я много встречаю там. Ну что вы эти с Белоруссией носитесь? Не только потому, что там война, там все раскачивают. А почему у них два государственных языка, а типа белорусский не в чести? Не украинский, не российский, русский, вы понимаете, русский, в который мы душу вложили. Не украинский язык, не российский, а русский язык. Не российский, а русский, в который мы, белорусы, душу вложили. Как и мы, украинцы. В русский язык мы вложили душу. Так-то, на секундочку. Люди гибли. Вместе с русскими людьми воевали. Это наше общее достояние. Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык. Если он хочет потерять свое сердце, он потеряет белорусский язык. Что вы хотите потерять? Что вы хотите потерять? Ну, когда вообще, если честно, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. В соцсетях прям украинская мова. Прям, находятся те, которые готовы потерять русский язык. Я була в полоні. Да ладно, в плену, говорит, была. Где? Глаза заплаканные, вся вот это все на нерве. Говорит, в плену была.
Поделись, как там, как пайка, как освободили. Военная, наверное, какая-то. Не. В полоні російської мови, російського впливу, який роками здавався чимось своїм, звичним. Але війна змусила мене нарешті дати відповідь на питання, а хто я? Для мене сьогодні мова – це не просто спосіб спілкування. Це То есть я жила, нормально все было привычно, но я была в плену. В плену была? мій головний ідентифікатор. Я обираю українську, бо я українка. Я на боці своєї країни, і мені не потрібні жодні звільнення, освобождення, бо справжнє звільнення я відчула саме зараз. Коли я розмовляю українською, я відчуваю, що нарешті повертаюся додому, до свого Как-то деревья выше стали, воздух свежее, там ароматы как-то, да? справжнього коріння. І в мені навіть починають проявлятися зовсім інші риси характеру. Більше сили, більше гідності. Силы больше, да сто, ничего себе! Слушайте, украинская мова, она окрыляет. Такої особливої внутрішньої волі. Я просто закохалася в українську мову, бо вона неймовірна, багатогранна, вона така скульптурна і водночас дуже тактильна. Скульптурная и тактильная. Украинская мова. Скульптурная и тактильная, поняли? І в ній слова, вони ніби обіймають, вони м'які, рідні. Це наш спільний пароль, з яким я відчула те, чого навіть не очікувала. Я ще вчуся і пропоную вам також вчитися разом. Давайте підтримувати один одного на цьому шляху. Давайте нарешті знімемо цей ярлик російськомовні українці. Залишимо його в минулому, бо ми просто українці. Ми, коли об'єднані, ми непереможні. Обіймаю кожного. Так обнимай, вне зависимости от языка. Ну, освободилась ты от русского языка, молодец. Учишь, учи, это учение свет. Украинский язык великолепный, и правда, и замечательно. Вон в Беларуси какие классные украинские песни поют. Борщи варят на фестивалях, по-украински, и все друг друга понимают. Все друг друга понимают. Как, ладно, Беларусь, там фестиваль скажет, ну это пропагандистский ход, там на самом деле это все не то, Гродно, фу-фу-фу. Стамбул, выходные. Концерт Коржа. Русские, белорусские, украинские флаги. Все кричали «Стоп войне!». Молодежь танцует, молодежь отрывается. И это молодежь. Ровно такая же, которая сидит внутри Украины, по возрасту имеется в виду, и такие радуются, и вот это вот все в Крыму, кто-то кого-то бомбит. Нет, они хулиганят, дебоширят. Песни под белоруса Коржа. Белорус Корж всех собирает. Да, он там такой-сякой. Мне так понравилось еще это белорусская какая-то оппозиционная эта история. Показывают, бывшая белорусская пропагандистка какого-то там издания на этом концерте в Стамбуле танцевала, понимаете? Ах, да, я еще говорила, жаль, что такого нет в Минске. Да подождите, будет. Будет, и в Минске Корж будет, и мир еще будет. Потому что вот этот молодняк, он не зажмуривается и не закрывает уши, от там флаг какой-то подняли. А он живет другими ценностями. Другими, которым нет места войны. Причем за что? За что? За то, что Абрамовича, его тирамису, понимаете, уважить. За что война? Кто-то приходит, кого-то там, то есть, вот это россияне захватывают, или не. Вот украинцы нам угрожают вместе с Европой. Нет, хватит, надо останавливать. Триединый белорус, там еще киргизские, казахские, донбасские флаги, там куча всяких было флагов. И люди отрываются, потому что они просто чувствуют эту силу. Силу чувствуют, потому что когда вместе, это другая история. Авиационно-транспортная система «Мрия-Буран» проходит летные испытания. Такие работы проводились впервые, они были испытательными. Мрия как бы долго подбиралась к тому месту, где должна она быть состыкована с Бураном. 1989 год, когда были в одной стране, запускали проект «Мрия». Мрия, вот та разбитая в ходе этой войны, причем, как признаются, украинской артиллерией, когда стреляли по Гостомелю, ее не вывезли вовремя, она с Бураном, то есть пилотируемый космический корабль, запускали, тестировали.
На выставку ездили во Францию. Всего несколько кранов, которые могут готовиться к полету во Францию, на международный авиасалон в Ля-Бурже. В Ля-Бурже. Мрия с Бураном вместе. Ценности груз должен быть закреплен на плечах убитых. Веса измеряются десятками тонн, а точность минимум. То есть десятки тонн, понимаете? Точность. Сейчас уже есть надежда, что идеи... И люди понимают, что за этим будущее, за вот этими технологиями. Они чувствуют эту силу, когда вместе. А украинцев заставили почувствовать, когда порознь. Та жизнь, которая пишется в книгах, но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее. Паренек на месте снесенного Булгакова надел, костюмы тех лет и читает вслух по-русски Булгакова, киевлянина. Підтримав би Україну. Якщо ви думаєте, що ви нам сильно допомогли, ви нас змітили тут, розумієте? Ви нам зіпсували сьогодні репутацію. Репутацию им, музейным работникам испортили. Так их закроют вообще, без памятников просто, репутацию испортили. То есть была Мрия, был Буран, был Булгаков, было все вместе. Сейчас, получается, Корж где-то в Стамбуле объединяет. А от репутации остался вот мост в Черновицкой области, школьная экскурсия. Не сообщается о пострадавших, но вот так это все рушится. Один момент. Из-за вот таких вот рагулей, которые еще и сами себя рагулями называют. Не фантастика. Да, друзья, 2,5 часа мы уже в эфире. Давайте немножко уделим время чату. Я тут, понятное дело, да, по новостям, значит, уже Зеленский сообщил, что он говорил во время остановки в аэропорту в Кишиневе с Виткофом и Кушнером. Это был очень позитивный разговор. Благодарен за готовность работать максимально активно в эти дни, чтобы дать толчок дипломатии. Как много внимания мир уделяет ситуации вокруг Ирана, понимаем, но общая цель в Европе. В общем, на Г7, то есть через 7 дней, 15 числа, опять на Г7 поедет Зеленский. Все все по тому же плану. Стармер, который принимал Зеленского, сейчас призывает интернет-компании возрастной контроль, защитить детей от интернета, только по паспорту интернет, чтобы был. То есть, у них, видите, все все развивается. Так, зайдем в сообщество, не давайте в клуб зрителей заглянем, в сообщество YouTube, здесь тоже пишут. Очень быстро пробежимся, потому что всегда меня критикуют. Вот, Шелест, сидишь по 3 часа, тебя вообще, сколько можно. Так, поехали. Олег, вопрос. На картине Ильи Репина «Запорожцы» пишут письмо турецкому султану. Персонажа Писаря по аналогии угадывается спичрайтер Литвин. По вашему мнению, в каком из остальных персонажей картины по аналогии угадывается Зеленский? Зеленского там нет. Зеленский, он был вообще мимо этого письма. Литвин угадывается, с вами согласен. Зеленскому дали это все. Дали и все. И он это исполнил. Вопрос. Может быть, речь идти должна не о Зеленском и не по Пашиняне, а об умении Британии в более чем 100-й раз превратить страны в свои колонии. Вот видите, вы за столом с гроссмейстером, но обсуждаете мышление пешки. Не странно, рулит партией не пешка. И на примере Украины и Армении это слишком заметно. Согласен с вами, да, они преуспели в этих всех своих фортелях, но понимаете, в чем дело? Тут же вопрос, когда ты идешь по противоестественным линиям истории, ты получаешь нечто противоестественное. Сейчас Украина в противоестественном для себя положении находится. В противоестественном. Так, значит, добрый день. На канале одесского адвоката Тарас Юрист размещен ролик из СИЗО ТЦКшника. Он там с собакой ползает. Станет ли это прозрение для петушар будущего? Это для всей страны станет прозрением. И будут их ловить, и будут издеваться, и все это будет еще. И, просто надо очень быстро закончить войну, резко, чтобы никто ничего не успел опомниться.
чтобы это минимизировать. Потому что если это все будет еще волынка тянуться, ну, я думаю, что оно же накапливается. Все говорят, кумулятивный эффект, накопим усталость России. Ха! Кумулятивный эффект будет у людей. И нас ждет еще очень интересная метаморфоза. Когда все посмотрят, как Марусю поют в Гродно на украинском языке, галушки борщ варят, а в Украине ЛГБТ. И тут немножко развернется вот это вот коллективное бессознательное. Так. Так. Сегодня будем шуметь как не в себя. Так, Александр, вы, очевидно, Петр пишет, за выборы в Украине, но разве выборы в Румынии, Молдове, Армении не показали нам, что это все фикция? Посмотрите на выбранных европейских лидеров, они все однояйцевые, что изменят эти выборы? Сбросят, смотрите, сбросят вот этот вскипающий, ну, то есть, тут два варианта. Или гражданская война с сепаратизмом, отколами, беспределом и хаосом, или выборы, которые выборы, они прежде всего структурируют. Я понимаю, о чем вы говорите, что что-то, кто-то на что-то повлияет, но это хотя бы шанс что-то изменить. Шанс, что кто-то найдется. Я понимаю, что да, Санду, да, нарисуют, да, как в Румынии отменят, погонят. Пашинян, вон, смотрите, победил. То есть я это все понимаю, будет типа проевропейское, но человек, который получил эту власть, он уже любой другой после Зеленского не может вести эту войну. Вот выборы — это шанс на мир и на том, что не будет гражданской войны еще большего ужаса. Здравствуйте, Александр. По окончании конфликта в Украине ведь могут и не отменить запрет на выезд мужчин призывного возраста. Что вы думаете о такой вероятности, проценту и реальности? Смотря, опять-таки, кто будет в власти. Александр Леонов спрашивает, кто придет к власти. Первое время не отменят, ограничат, а их просто не будут. Ну, смотрите, закончится защита или не будут продлевать защиты, и ты по своему паспорту можешь, ну, выехать 90 дней, а дальше ты ж навсегда не уедешь. То есть, представьте, с голой боссой доллар сегодня 45. Доллар. Помните, пророческое, будет война, будет хаос, доллар по 45, Зеленский говорил. Ну и что ты там с этим паспортом 90 дней? Ну так съездишь, проведаешь кого-то, вернешься. Как якориться? За что? Нет, те, кто на дронах заработали во время войны, заякорятся. Понятное дело, у них не одно гражданство, а обычному человеку. Добрый вечер. Я видела Яценюка в Севастополе, предвыборная кампания. Он был представителем Юли. Она не приехала. Приехал он. Выступал на площади Нахимова. Я слушала, ждала сына с тренировки. Так один дедушка задал вопрос по поводу флота России. Он сказал, что в Севастополе флота не будет. Занавес, и все разошлись, Елена. Спасибо за это воспоминание. Яценюк, да, был еще тот. Ну, смотрите, спокойно ж выступал в Крыму. Все как бы было нормально. Тем не менее. Чатик, что пишете, ребята? Саша, почему тебе так смешно, что ты понимаешь, что начинается огромная война? А почему мне так интересно, вот это люди? Тебе смешно. Но вы какие-то странные. Тебе смешно, начинается большая война. Ну, хорошо, давайте не будем, давайте плакать. Но от идиотизма смешно. От вот этого, от вот этих всех, ну, идиотов, ну, а как еще? Не, можно ругаться, материться. Это горький смех, если вы не понимаете. Конечно, начинается большая война. Конечно, вот это «работайте, братья», не просто так. Лукашенко, значит, он украинские песни поет на фестивале с украинской диаспорой и еще все народы. А ему говорят, он будет на Украину нападать. Представляете? Так вот же она, вышиванка, вот же они там. У них там еще видео было, там, ну, я не стал ставить, перегружать. Там украинские блюда готовили из продуктов. Это сало, вот это по-украински, солили борщ, вот это все. Ну, то есть... А тут будет, конечно, все рассчитано на эту большую войну. Значит... Шелест недавно говорил о Гордыне. Наблюдал сегодня, как одного из гостей от Гордыни распирала. Матом крыл Пескова, презрением говорил о Путине.
Как Шелесту гордыня простого и двуличного аналитика? Ну, смотрите, люди разные, мотивация у людей есть разная. Вообще, вот понимаете, вы когда оцениваете, например, беседу с гостем, я понимаю, что у меня там гости, они повторяются, они там раз в неделю многие еще, и складывается впечатление, что мы, ну, в каких-то дружеских отношениях там, или в каких-то там, ну, таких, я не знаю, там, ну, прям в десны, чтобы. Нет, ну, есть там по-человечески в нормальных отношениях с кем-то абсолютно никаких нет отношений, абсолютно. Ну, то есть с кем-то наоборот, с кем-то больше, с кем-то меньше. Но опять-таки, нет вот этого того, что вы как бы думаете. И если вы думаете, что кто-то как бы раз в неделю, или мне еще нравится вот эта история, что кто-то кому-то деньги платит, вот, понимаете? И тут или как? Или в любовь, ну, короче, или по любви, или за деньги все думают. Ребята, не по любви и не за деньги. У меня задача показать совершенно разные позиции. Такая задача. Поэтому вы видите разные позиции людей, отличающихся. Нет, ну давайте садиться все в кружок, как в клубе анонимных алкоголиков, и говорить в одну дуду. Надо искать. Вот понимаете, вот все говорят, зачем нам там не... Так послушайте, так это здорово. Я понимаю прекрасно, что аудитории разные. Например, у одного человека на его канале все говорят, Шелест, фу, что ты ему даешь интервью. На моем канале говорят, вот такой-то, сякой-то, фу, не надо его сюда вообще. А я считаю, что надо. Я считаю, что надо всем высказаться. Говорить надо. Говорить. Да, неприятные разговоры, но это тоже разговоры. А как мы будем говорить дальше? На фоне этих смертей. Как мы вообще друг с другом будем говорить? Там, внутри Украины. Украины и россияне. Украинцы и белорусы. Украины с поляками как будут говорить? То есть вот так же. На повышенных где-то неприятно, где-то о плохом. Нет, я вижу, сейчас идет тренд о хорошем. Сейчас надо говорить, Украина побеждает, все хорошо, мы сейчас победим, сейчас вклинимся, прирежем коридор, в Крым, зайдем, операция, высадка, десант, Путин, умойся, Путин проиграл, пощечину тебе, или там еще что-то. Путин не способен взять Донбасс. Вот мне так нравится логика. Путин не способен взять Донбасс. А Путин мобилизацию объявлял? Ну, то есть нет. А почему вы считаете, что объявлена мобилизация Путиным, это вот сразу то же самое, что будет в Украине? Отловы, бусики, вот это все. Да нет. Там страна больше, ресурс больше. Там тоже есть люди. Помните, вы там рассказывали, меня не призывают, но если бы меня там призвали, ну, призовут, пойду. Вот такая позиция у людей. У многих, кстати, в Украине. Была там, ну, сейчас таких уже почти нет, года 2 назад было точно. Призовут, пойду. Так в России тоже есть такие, которых призовут, он пойдет. И их явно больше, чем в Украине. То есть, понимаете, все как-то, все как не считают ничего. Все думают, что дрон за $5000, этот Хорнет, который с искусственным интеллектом, когда обрывается рэбом связь, и он может сам наводиться на цель, это что-то какое-то там, ну, что-то, что решает. Мы увидели вот то, о чем никто не говорит. Абрамович. Тема же очень острая. Все ее под разными углами подают, под разным соусом. Светанин через евреев, кто-то через какие-то олигархи. Там сегодня Кедми возмущался. Опять Россия олигархи. Но факт того, что вот эти переговоры должны были к чему-то привести. Соответственно, натягивать, полностью зашивать антидроновыми сетками трассу Таврида, подступы. Или, например, там выставлять вот эти огневые группы. Хорнет, он же нормальная цель, он сбивается по щелчку пальцев, просто не хватает этих огневых групп. Никто их там не насыщает ими, понимаете? То есть не было возможности, все шло к завершению. Путин говорил, война заканчивается. А тут, ну, это, судя по всему, шли вот эти договоренности кулуары. А сейчас работайте, братья. Ну, сейчас начнется, понимаете? Сейчас будут перерезать
В других местах там 3 трассы в Украине, пока вот там перерезается одна, и вот кому лучше сделали? Только на затягивание войны, на увеличение жертв. Опять едет фура, везет что-то большое, какой-то габаритный груз, водитель уничтожен дроном. Причем на подконтрольной России стороне, на подконтрольной Украине стороне. Кому от этого лучше? Военным, которые там ебал заработали. Ну, то есть они цель уничтожили. Ну, вот военным, которые заработали ебал. Вот и все. А как дальше мириться? Когда ребенок не помнит папу, алло, а некоторый, так он не военный папа, он водитель, он ездит, например, из Мариуполя в Крым возит. Или, например, там по Днепропетровской области катается. Продукты возит. Не военную снарягу, а его уничтожили вместе с фурой. Как потом мириться? Это еще больше закручивает войну. Поэтому нет хороших новостей. Все же думают, нет, ну объективно, Украина побеждает, или Украина там перехватила какую-то инициативу. Вон вам эксперты говорят, марафоновские, говорят, это все очень ярко, красиво подается, но по факту нацелено на одно, не освободить территории, а остановить наступление. Остановить. И то получается, ну, сносно, судя по Константиновке. Хотя Сырский сегодня отрапортовал, что плюс 100 квадратных километров по итогам больше, чем потеряли. Так. Так. Ой, Саша еще бы шум 3 часа смотрел. Ха! Ну, еще 3 часа, Алексей. Ну, спасибо, конечно, большое, но все равно. Так. Александр, что с Алексеем? Враги его атакуют или здоровье слабенькое? Вы что-нибудь знаете, почему в госпитале? Без понятия. Без понятия, где Алексей, почему, я так понимаю, Арестовича. Без понятия, в госпитале, не в госпитале. Ну, то есть, вообще не в курсе. Там что мне писали, что там что-то говорил, там эфиров не будет. Взяли. Я не видел, то есть я не видел. Спасибо большое, если сбросите. Ну, как бы. Ну, там я видел, что сбрасывали, но я уже что-то, я готовился к шуму и был в эфире. Смотрите, все элементарно просто. Да, сегодня мне сообщили, там, ну, как я увидел, тоже анонс, что Арестович сделал эфир сам. Ну, отлично. Еще раз. Отлично. Насчет болезни я не знаю, я не пойму, о чем речь. Я не смотрел. То есть один, ну хорошо, ну то есть прекрасно, пускай, ну то есть в чем подвох, в чем подводный камень? Ну то есть прошлый понедельник вроде был там, где не было связи. В этот понедельник, ну типа написала его помощница, давайте сделаем, ну давайте, то есть это абсолютно добровольная история. То есть, я же понимаю, что все тут хотят шелест, вы поругались, вы Нет. Вы меня спрашиваете, почему там Арестовича, а я не знаю причины, почему. Ну, то есть, без понятия. Ну, не было, ну, нет, значит, ну, нет, не делаем, все. То есть, вы думаете, там какие-то разговоры, пересуды, что-то есть, что нечего рассказывать. Я не в курсе, что к чему. Ну, то есть, делаем эфир, не делаем эфир. И там я был в поездке в какой-то понедельник, там он где-то без связи. Теперь, ну, вы думаете, это какой-то там, я не знаю, программа, кто-то с кем-то на каком-то медиаплане. Нет, встретились, сделали эфир на 2 канала, все, до свидания. Я не понимаю, ну, назови причину. Да не знаю причины. Нет, значит нет. Ну, пока нет, значит нет. Ну, вот так. Ну, то есть, не ищите черную кошку в черной комнате. Не подводный камень, а философский. Ну да. Ну, то есть, без понятия, ребята. То есть, ну, как бы появится. Ну, то есть. Так, Саша, чем вас опыляли, что вы, Украина, отупели? Потужністю опыляли. Так. Вопрос. Как ты считаешь, тезка, в пятницу звоночек по мировому кризису, ведь в кризис не воюют? Ну, мне кажется, в этот кризис будут воевать.
Александр, вопрос. Переговоры с Абрамовичем от Путина могли сорвать европейцы, испугавшись, что Зеленский их кинет, договориться с Путиным без европейцев. Евгений, Швейцария. Ну, бриты скорее, не совсем европейцы это такое, бриты. Бриты. Ну, вообще, да. Логика, я разделяю вашу логику. Я вместо новостей смотрю шум. Спасибо за возможность не поехать кукухой. Спасибо и вам за то, что смотрите. Так. Сегодня на канале Требушна сказала, что осеннее окно для мира в этом году закрыто. Как вы считаете, это так? В этом году мира не видать. Думаю, что надежда есть, но смотрите, мир может прийти неожиданно. И после очень... Мне кажется, что сейчас должен быть какой-то яркий хлопок дверью какой-то. Страшный причем. Но я так понимаю, что Россию всячески призывают и толкают на то, чтобы прорывать фронт и двигаться, ну, в общем, вырываться. Именно в военном смысле этого слова. И Россия, получается, должна всем продемонстрировать, что она может прорвать фронт. Ну, в общем, а то слишком много тычут пальцами и говорят, вы ничего не можете. Мобилизация, может, и будет мобилизация. Посмотрим. И тогда все на фоне этой мобилизации вообще все взвоют и скажут, о, Россия на нас напала. А Европа говорит, это они мобилизацию под нас объявляют, чтобы нас захватить. Так. Подведем итоги. Кому выгодно, что кулуарный договорняк с Абрамовичем сорвался? 4% Трампу, он должен всех мирить. 9% Путину, не поняли бы патриоты. 27% никому не выгодно, война на измор, это очень плохо. Ну, 60% считают, что Зеленского не поняли бы британцы. Видимо, да. Видимо, да. Вот Вася Пупкин, вопросы капслоком. Почему ваши эфиры со Спиваком стали неинтересны? Вы его бред не останавливаете, а со смехом слушаете. Это его условия, чтобы ему задавать неудобные вопросы. Нет, никаких условий нет. Ну, подождите, а вы все смотрите эфиры со Спиваком? Там иногда искрит так, что мама не горюй. Ну, подождите, сегодня искрит, завтра не искрит. Это во-первых. Во-вторых, нужно отдавать себе немножко отчет, да, что, ну, кто где находится. Это тоже очень важно. То есть нужно уметь слушать, слышать. Ну, неинтересно, а что вы смотрите? Ну, не смотрите со Спиваком. Не нравится вам? Ну, елки-палки, не мучайтесь. Вас привязали к этому монитору. Ну, слушайте. Или вы вот это, я за вами бежала 3 квартала сказать, что вы плохой человек. Ну, то есть, товарищи, давайте как-то немножко быть адекватнее. Мне интересно. Ну, там, а многие с вами не согласятся, например, да, и плюс еще раз на раз не приходится. Ну, неинтересно, ну как, ну, а что я могу с вами сделать? Вася Пупкин, добра и света вам. Спасибо за эфир, хорошо пошумели, Витипекс. Да. Саша коротко спрашивает, это все спасшие закончатся в этом году благодаря Британии и глобалистам? Спасшие? Это все спасшие? Не понял вопроса. Так. Александр. Гарантии безопасности реально может дать обеспечить только Путин. Почему Зеленский не кинет бритов и заключит договор? Евгений. Так он, видите, это шантаж. Я вот долго думал, а что не вот это... Что вообще вот давайте в финале вот такая мысль. Смотрите. А я думаю, что они ему дают деньги? Ну, вот британцы. Ну, у них же там вообще каюк. Сейчас Шотландия уйдет, там долг растет, эти фунты. Ужас, что.
Не дают. Когда-то Арахамия, помню, это, по-моему, до войны какие-то там были, или во время войны, уже не помню, большой. Арахамия говорит, значит так, если Запад будет ерепениться, мы ляжем под Китай. То есть задницей торгуют. Опять-таки, это звучало как угроза. Понятно, что никто там ничего не ложился, хотя, ну, дело такое. Они шантажируют. Они говорят, а мы пойдем сами договариваться. Сами. А? Как тебе? И мы плохо договоримся. Для вас плохо, для нас плохо, но для вас будет плохо. И те такие, ну куда деваться, куда деваться? А что там, сколько стоит этот дрон? 5000? Ну нате вам там на 100 тысяч дронов. Ну то есть вот так это происходит. Ну то есть вот такая история. Вполне вероятно, что это вся акция с Абрамовичем, что это вся история с письмом, что эти все искры, которые сейчас... Это, ну, тут ларчик очень просто открывается. Это просто, чтобы Запад дал деньги. Все. И Запад дал деньги. Сейчас там какие-то 2 с чем-то миллиарда Европа перечислила до конца. Это, как ее, Кая Каллас рассказывает, что до конца месяца перечислят там почти 6 миллиардов. То есть нормально, что деньги есть. Это чтобы денежки шли. Поэтому вот эти все фортели, это вот для них, это шоу, программа. Для них вот это вот все с переподвыперто там, понимаете, вот эта вся история. Хотя, вот это же откровение показывал сегодня в шуме. Швец, он ненавидит Путина. Он говорит, елки-палки, ну так же не делается, что ж ты делаешь? У тебя ж нету ни ПВО, ничего. Тут куда ты так его лично оскорбляешь? А у того, ну, понятно, что он там мудреет, стареет, Путин, да, но у него же может как бы и оторваться, и не зря там сейчас гуляет вот, упоминание про Беслан, про этих всех товарищей бородатых. То есть, куда ты лезешь? А он деньги зарабатывает. Мы думаем, что он там, а он деньги за страну защищает, в политику играет, весомые фигуры переставляет. Нет, он деньги зарабатывает. Похлопывает по плечу, улыбается. Ну, как этот, маркетолог, понимаете? Знает, куда, на какую полку поставить какой товар. Как-то так. Да, друзья, всем спасибо большое. Так, спасибо за этот эфир. Очень благодарен вам. Если поставите лайк, поставьте, пожалуйста. Всем добра и света, несмотря ни на что.